Раз-два. Раз-два, раз-два, раз-два. Проверка связи. One, two, one, two, one, two. Ребята, как меня слышно? Давайте, быстренько подтягиваемся, давайте. Как слышно? Прием. Урий. Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем. Ребята, как слышно? Как меня слышно? Хорошо? Вот ты вот меня отлично слышишь? Отлично. Ребята, всем здравствуйте. С вами, как всегда, я, Леха, ваш Энтаро Адун. Вы находитесь, друзья мои, на канале Hard Play. Мои хорошие, сегодня я стримлю вечером, пожалуй, без вебочки, так как дневной стрим продлился 7 и 3 часа или 7,5 часов, не суть. Ребята, я боюсь, что если сейчас постримить еще часа 4, то глазки могут выйти и уйти, обидеться, сказать: провались ты пропадом, гребаный хозяин, короче, и убежать. Поэтому, ребят, от студийного освещения я, пожалуй, отдохну, с вашего позволения. Я думаю, что на меня никто не обидится. Ну, может быть, даже это и к лучшему, потому что будет очень хорошая, теплая, уютная атмосфера. Собственно, сегодня я вам приготовил небольшой, что? Правильно, подарок. Подарок. Вы меня спросите, какой подарок? Вот спроси меня. Давай, вот ты вот прямо сейчас спроси, какой подарок? А я тебе отвечу. Сегодня, друзья мои, вместе с нами будет стримить кто? Кто? Ну, кто вот? Кто? Ты вот думаешь, кто? Кто там? Давай, да, придумай. Нет, а я тебе скажу, кто. Настоящий немец, да? Который свободно разговаривает на немецком, внимание, ребята, языке. Вы знаете, немецкий язык, ребят, он почему-то мне очень нравится. Я почему-то знаете, вот бывает, где-то вижу немецкую речь. Подскажите, пожалуйста, ребят, где мы можем в обиходе слышать немецкую речь? Ну вот, где вот. Знаете, иногда вот проскакивает. Вот сидишь ты такой, ну, никого нет, скучно, поругался с девушкой, думаешь, дай-ка я зайду. Куда? Правильно, да. На канал Петрента, да. Ты заходишь, а там... О, das ist einige Vapiren. Ja, 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier. Ребят, я, конечно, шучу. Сегодня, а может и нет. Сегодня, ребята, порево. Ну что ты, а? Вот что ты взял вот и все сдал, а? Вот что ты за человек, Евгений, а? Ну, что ты за человек? Ой, ну что ты? Что вы за люди, а? Ну. Ребят, сегодня я стримлю с одним замечательным человеком. Зовут его Володя. Он уже очень взрослый мужик. Петрента. Живет он в Германии. Ну, я думаю, все остальное он вам расскажет. Я как-то с ним уже, ребята, стримил. Давайте присоединимся к ним в TeamSpeak и пообщаемся с ним. Connected. Лёшка, я тут, Алло. Лёшенька, я тут, здорово, дорогой. Это великолепно. Я сейчас тебя перетащу. Давай. Channel switched. Я тебя перетащу. За тебя. User was moved to your О, channel. перетащил. Здравствуй. Здорово. Я, собственно, тебя уже представил ребятам. Да? Да. Всем привет. Я, знаешь, ребята, всем привет, всем по каналу Петрента. Огромный привет. Да это какой гомес. Просто Петрента, наш друг, наш взрослый немецкий друг. Ребята, сегодня мы проведем совместный стрим с Петрента. Мы вот здесь, собственно, гадали, где простой русский человек, школьник, возможно, знаешь, такого среднего звена, где он может увидеть простую немецкую речь в России. Здесь, на стриме, der Mann hat recht, also wenn Sie ein bisschen Deutsch lernen möchten, kommen Sie bitte her und wir machen das für Sie klar. Вы слышали? Вот так вот. Хорошо.
А вот ты мне подскажи, вот мы уже догадались, вот где можно еще услышать? Вообще, вот где вот русский человек, живя в России, может услышать, ну, совершенно случайно, немецкую речь? Вот скажи мне. Я думаю, что скоро в том месте, куда приеду я, по крайней мере, или в немецком посольстве, господа. Так. А вот еще проще. Тебя найти целое дело, ты человек популярный. А вот раз, чтоб, и нашел. Ну, блин, ребят, ну, наверное, это фильмы, которые продуцирует фирма Приват, хотя это шведская фирма. Вот, а сейчас. это не важно, понимаешь? Но смотрит ты вся Россия. Ну да. Знаешь, бывает, как засмотришься часа на 2. И руки остановить не можешь. И в том-то и дело. Начинаешь отжиматься, понимаешь? Отжимаешься, думаешь, надо быть таким же, как из этот, лысый вот этот вот. Да, Я-то не знаю. Мне рассказывали. Ну, да. Мне подсказали, представляешь, говорит... А есть видео, друг интересуется, посмотреть хочет на лысого из Бразерса? Есть. Я вообще предлагаю пригласить его тоже на стрим. Вместе с этой, как ее... Александрой Грей? Да, ну это уже, знаешь, это уже избитый вариант. Там есть Шула Стайлс, ну вот эти вот. Я сам не знаю. Мне рассказывали. Да, мне, ты знаешь, мне рассказали ребята. Ну, вот эти вот сейчас молодые там актрисы пришли. Ну, вот это вот кино, короче, не мое, а в основном кино. Там постоянно люди, видать, с ограниченными возможностями, что-то там постоянно, там, ну, что-то происходит. Ну, спасибо за подписку, ребят. Мне рассказывали, ребят, понимаете. Вот, поэтому суть, собственно, в чем, ребят, да, стримим мы сегодня с Петренко Геймс. Ну, это заявка на победу. Это заявка на победу. Евро. Да? Мы, да. Знаешь, как у меня в одном ролике было сказано, не выиграем, да хоть поржем. Да, а это не важно, понимаешь, это не важно. Это не важно. Самое главное, это атмосфера. Но Согласен. ты играешь в курсе, что с трехкратным чемпионом. Ты знаешь об этом? Мира по всем видам спорта? Нет. Мастер спорта по всем видам спорта? Нет, я серьезно. Я недавно занял. Уже 3-й раз стал чемпионом. Чемпионом мира в чем? Киргизстана по пабгу. В закрытом детском юниоре. Да. Представляешь? И стал. И признанным, но не признанный пока, правда, чемпион, но это ничего. Давай, нажмем плей, и сейчас мы... Как я, когда пьяный, вот как было сказано в одном из анекдотов, блядь, стал, извините за выражение, да? вот, этим чемпионом по подводной стрельбе из лаваша ногами, да? А почему бы и нет? Понимаешь, а почему бы и нет? Извините, это тоже. А кто знает, может быть, вот раз и начнется. Ну да. Никто не знает, как стрельнет. Алексей, Да? сообщите мне, пожалуйста, какие планы у нас на сегодняшний стрим? Мы всех убиваем или всех Сегодня вообще как бы мы, собственно, убиваем. Но мне, так же, как и моим зрителям, ну, простому, знаешь, вот этому вот простому русскому вот человеку, интересно, сегодня такой мини-вопросы, знаешь, такие совсем мини будут. Давай перезайдем, чтобы спокойно разговаривать, потому что в дождь разговаривать сложно. Вот, собственно... знаешь, вот я бы хотел тебе задать несколько вопросов. Ты же у меня хотел спросить. А тут я подъехал, представляешь? Подъехал и говорю, а давайте расспросим вот Володю. Вот ты нам как вот человек, который уже сколько лет живущий? 20 исполнилось. 20 лет, представляешь? 20 лет. Уже человек живет, он уже профессионал, ребят. Он уже всех актеров там знает лично. Вот, собственно, что бы я хотел спросить. Ты мне вот скажи, давай вот начнем с простого. Вот я прилетел в Германию, да? Да. Так вот я прилетел, и что, какой сразу казус и меня все, может поджидать? Немцы, все. Наши красные в городе! Наши красные немцы. Я понял, бывает. Слушай, ну я тебя хочу заметить. Какой подвох есть? Вот прям, вот я с трапа сошел. Никаких подвохов. Германия достаточно интересная страна, веселая, вот, со своими прелестями, ну и со своими, естественно, недостатками, как это зачастую бывает везде, вот. Но мне нравится, как бы, ребят, я хочу заметить, что единственное, что мне не нравится, так это отсутствие людей, с которыми можно было вот так вот встречаться, как вот там с тобой, по-простому, с друзьями, да, из Дискорда. Ребят, спасибо за подписки, вот кто сейчас подписывается, просто молодцы, ребят, спасибо огромное. Вот.
встречаться с ними, общаться, то есть какие-то, может быть, ивенты там предпринимать, такие как походы в баню, шлюхи, шашлыки. Шашлыки, вот, правильно, да, правильно. Шашлыки, Да, опять да. же, да. Вот, ну, короче, понимаете, о чем я говорю? То есть, и, Конечно, вот это понимаем. действительно Кто как Поэтому, не мы, ребят, понимает скоро тебя. увидимся в Питере. Так, а в Питер ты, собственно, летишь? Еду, Еду. да. Еду. Потом Это Пенза, великолепно. там, ну, в зависимости от того, как, что со временем будет. Ну, То есть Пенза, я Питер, такой там тур хочу рядом. сделать, да. Это ж Да. рядом. Это знаешь, Да. как вот, ну, буквально рукой подать. Правильно? Подайте. Да. Буквально здесь 2 локтя по карте, и мы с Пензы уже в Питере, а там, глядишь, и Владивосток. Эх, махнем. Ну, тебе тут Лёшка большой привет передают тоже люди с моего Большой стрима. 132 привет. человека смотрят нас сейчас. У меня немножко Мать поменьше, моя чем у тебя, но женщина. они И все все мои немцы? ребята, всех рад видеть. И все Спасибо. немцы. Лёх, команды. Командую. Буду твоим рюкзаком. Ждем до Талова. Миксер, привет. Так, вот, собственно, смотри. Вот тоже стример, тоже популярный стример зашел. Вот Миксер спрашивает. Кухарт, Канай в Германию поедет через месяц и меня зовет на ПМЖ. Может, встретимся у немцев пивка попить? Легко. Вообще на изи. Легко. Ты мне скажи, вот мы с тобой пришли попить пивка. Ну, немножко, конечно же. Да. Так, какое вот основная закуска? Вот прям мы пришли, отметку поставил. Вот мы пришли, Слушай, ну, и я- нам подают с пивом. Да с пивом там подают все, что хочешь. Но я тебе очень порекомендую, если ты хочешь в Германии... Куда летим, Лех? А мы вон на желтую точечку. А я не вижу Вон никаких туда. точечек. А тут вон, Все, теперь тудой. вижу. Давай, ворочайся. Тут там, ой, туда народу летит-то на желтую. Нормально. Значит, я тебе хочу заметить, что если ты хочешь в Германии хорошо перекусить под пиво, то я тебе рекомендую попробовать так называемую свиную рульку. Вот, которую делать всем ребятам, кто сейчас стрим смотрит, кто не знает, что это такое, да. То есть очень рекомендую. Спасибо, ребят, за подписки. Всех не успеваю читать. И надо и общаться. И учите, что у Лехи стрим идет. Ну, ребята не обидятся. Ты им потом на всех их комменты, облобызаешь, да, обращать конечно. внимание. Ну, конечно. короче. Это наши ребята. Это просто, это вот ешь, и этим нужно обмазываться. То есть течет, вот это вот да, это капает надо есть всё, руками да? в обязательном порядке, как говорится, да, что женщину и курицу едят руками, вот, но рульку тоже надо есть руками. Ну, Пускай то есть это все вот прям так вот это вот да, начинается, вот это вот статистика, обмазывать, потом этого давай, давай, я с тебя, да нет, давай уж ты с меня, Да. давай, салфетки, И, да какие салфетки? Да, и в конечном итоге еще порекомендую немецкую жареную картошку. Вот. Почему? Ага. Потому что жарят они ее немножко иным способом, нежели мы. Вот, Картофель мы фри? что? Нет. Нет, не фри. Так, это не фри. Не А как фри она нету, называется? да. Как она по-немецки называется? Картофель? Да? Картофель как по-немецки? Нет, ну вот может какое-то есть определенное название вот тут у сие блюда? Нет, просто брат картофель. Брат это брат, Просто слово картофель. брат жарит, да, брат картофель. Брат да. картофель. Да, Мгм. брат картофель. Вот. Ну, Есть, исконно правда, там русское сестра название. картофель, ну, Ага. вот брат картофель, короче. Вот, Отлично. Я троллю, понятное дело. А но как, собственно, очень картофель-то по-немецки будет? Картофель. Так и будет. Немцы точно? не заморачивались. Это, то наверное, есть не всё-таки я стали. так предполагаю, что где-то вот, в ходе эволюции, да, Так. у немцев затесался какой-то белорус. То есть он, когда писал словарь, говорит, пацаны, Да. я Картофель все знаю не идёт. немецкий. Я сейчас вам подскажу. Да. И подсказал. Правильно. Ребятки, всем здравствуйте. Ребятки, всем добрый вечер. То есть- господа, спасибо, что пришли. Да, Одно слово мы уже знаем. да, картофель по-немецки. Вот, так что не Картофель. пугайтесь. Великолепно. Да, так вот, картофель они делают, а с учетом того, что я еще и немножко повар, да, то есть я Так. вообще увлекаюсь этим делом, да, ну вот, картофель они делают немножко иным способом, они его приваривают чуть-чуть сначала, да, Приваривают. целый. Так. Да, ну, чистят, приваривают, вот, потом я вектор нашел, вот, потом они берут немножко муки, Мгм. ну, режут это дело, да, все. Так. Вот. Потом берут немножко муки, вот, Мгм. присыпают эту уже порезанную картошку, да, и только потом обжаривают в подсолнечном масле, да. И это, ребята, это очень вкусно. Это просто это. И еще вот эта свиная рулька, а под нее еще немцы очень сильно любят соленую капусту, зауэрсалат, да, зауэркраут. Вот этот вот. Ну, это простая, вот как вот у нас. А капуста, это знаете, с чем идет? Она с сальцем идет, с такими еще с прожарочками. Это вообще вот просто...
И все это капает, Да, и начинается да, вот это, да, по локтям течет. Давай этот друг с друга ай. Слизери, да? Да, Слизери, начинается. 5 баллов Гриффиндору. Понятно. Сектор приз на барабане, и ваш очко уходит в зрительный зал. Так, Лешик, я нашел чуть-чуть прицелов парочку, нашел Это великолепно. да? Это Тебе великолепно. двухкратный прицел или четырехкратный отдать? Какой-то? Мне 8-кратный. Нету такого. У меня есть дробовик и пистолет. Как ты думаешь, куда мне его примотать? Ты неуловим, да, блядь? Да? Так, хорошо, мы не в зоне. Когда ты говоришь, Ребятки, что всем вот спасибо тебя, за подписку. Александра, Вова, и заткнись. Димас, Спасибо, тебя Марис. Я уже понял. давно допустим. Вот. Это тут Ну свои. ничего. Да, это Прошу свои. меня, тут. ты Я никогда не админ говоришь, отстаю, что я это смотрю. А Смотри, повар, смотри, я так понимаю, ты смотри, где-то по смотри, профессии, нет? Да, да, Учим да. Я его учился, еще начинал вопрос. учиться А на ты не технику говоришь, технолога. почему. Ну вот, потом нам пришли документы на отъезд в Германию. Я, к сожалению, у меня не получилось доучиться. Сейчас, секундочку, у меня донат. Просто Александр 50 рубасов. Спасибо, всем привет, Вовенька, топ-1 вам занять желаю. Скоро оформлю VIP-подписку. Бро. Спасибо, спасибо, очень ценю. Говорят, Очень кто ценю. оформляет VIP-подписки, того ждет особый сюрприз, да? Да, для них есть отдельное место в раю. Да. Отдельно луч, понимаешь, то есть когда ко всем вот это вот приходит вот апостол, Да. у них отдельный луч, то есть ответвление вот от этого Вип-луч, туннеля, вип-луч. да, ответвление пошло от туннеля, и там говорят: батюшки свят, так ты был подписан. Глянь, Людка, что делается. Ну. Ага, вот Патрики еще. И сразу, да, тебя напрямую. И сразу туда. Да. Да. Вот еще, если мы коснемся, допустим, пищи, да, скажем так, немецкой. У немцев вообще, в принципе, вот как там люди говорят, Европа, хуёпа, да, извините, да, ну вот там все эти вещи, вот, то есть, но у немцев достаточно похожая пища на нашу. То есть, Ну, пожрать они любят, да? Пожрать они любят, да. Не попить пиво любят и пожрать. И когда мне говорят, что кто-то, так, 2 вторых жилета у меня наверху. Бегу. Вот. И когда мне говорят, что вот типа русские там, вот, ну знаешь, как ходят вот эти вот бредни, Да. Больше всех русские пьют, вот это алкоголики, вот. да, Ага. там типа бля-бля-бля, ребята, вы не видели немцев, вот отвечаю вам. Значит, немец, я вам говорю, вот, Так. среднестатистический немец, для него нормально прийти каждый день с работы вечером, да, и выпить 2 или 3 бутылки пива. То есть это 1,5 литра хорошего, мясного пива, которое, если написано, что на 4,9%, но в нем будет минимум 5. Это я вам говорю. Да, то есть. А ты слыхал новость? Чё? Так у нас примерно, оказывается, братские народы. Я тут наблюдаю, Да. что для нашего человека, вот сразу, вот давай вот подумаем, вот, да? Вот мы с тобой решили попить пивка, но есть нюанс. Да. Это есть нюанс. Денег-то мало. Ага. У нас есть особая традиция. Есть такой напиток. Попрошайничает. Нет! Это понятно, это есть везде. А есть особый напиток богов. Напиток богов. B9 называется. Нет. Нет. Это уникальный напиток. Сейчас, подожди, Лешенька, секундочку, у меня донейшн. Давай. Привет, давай. тезка, я от Харда. Сделай, Вот. Алексей, чуть погромче, пожалуйста, удачного стрима. Сейчас, секунду, ребят. Так, Сейчас, 1 секунду. так. Что-то говорят, что тебя вроде плохо слышно. Что это? Брешут. Брешут. Ну, Мгм. так что же это за... Это напиток вообще просто уникальный. Уникальнейший напиток. Он сочетает в себе вкусовые качества буквально всего, чего только можно. Ты себе не представляешь, какой это божественный напиток. Я сейчас объясню. Причем Давай. они прекрасно сочетаются B9 и ВД, так называемый. Не ВД, это не... ВД масло, что ли? Нет, это вот он сразу видно. Вот ошибка новичка. Да. А кто-то бы хлобыснул. Садись, подвезу. Да, сейчас, секунду, иду. Так. Да. Так, я сейчас подробно расскажу про эти чудесные напитки. Ты знаешь, начну, пожалуй, все-таки с ВД. Вы знаете, ВД это уникальный напиток. Он у нас стоит где-то, ну, на наши тубрики, ну, рябчиков эдак, наверное, 60-68. Ой, глянь, Людка, что делается. Сейчас, секундочку. Hallo, wir nennen dich eine Frage, wo wohnst du und sag einen Gruß an
Hard bitter, окей? Hard, я тебе передаю привет от немца, от человека, который живет в Германии, судя по тому, что написали мне по-немецки. Я не знаю, если вы воспользовались Google переводчиком, то он достаточно неплохо сейчас перевел. Вот, поэтому, если нет, то ich grüße Sie auch zurück. Ich danke Ihnen für diesen Donation und bleiben Sie bei mir auf dem Channel. Und den habe ich jetzt auch begrüßt. Очуметь. Да. Ну так вот, спасибо огромное. Ты тоже ему передай привет, потому что Передал только что. я, к сожалению, ну, кроме я, das ist einige Vampire, вот это вот больше я ничего не знаю. То есть смотрел, я так понимаю, да, фильм? У соседей было шумно, понимаешь? Ну так вот, продолжим, потому что вот приедут немцы, да, вот твои подписчики, они приезжают и думают, чем бы вот какой-нибудь изысканный надо напиток бахнуть в России. И тут ВД. Это уникальное сочетание простоты и, главное, внимание, качества. Понимаешь, вкус ВД напоминает отчасти сочетание настойки и... Ты знаешь, ну это непередаваемый вкус, это, на самом деле это очень сложно передать. Но это алкогольный напиток. Это правильно? Безумно алкогольный напиток, это великолепно. Ты знаешь, у нас вся элита, это вот эти вот, которые, ну, братан, вот это вот, да, ну, это. Вот она у нас вся, вот это вот, прям вот, у них это считается просто смакануть. Там есть различные вкусы, заметь. Там очень много различных это вкусов. Это напиток из банок, это что? Это Нет. Это смесь чего с чем? Банки это железо, понимаешь? Это вред. Нет. Там все проще. Тара 1,5 литра. Ну, чтоб на компанию. Правильно? Правильно. Градус какой? Градус неограниченный. Если ты разбавляешь чем-то, как они обычно это делают, то это неограниченно. Полное название данного напитка, вот кто ребята вот спрашивает, виноградный день. То есть ты представляешь, вот как тебе сейчас немцам? Это винище, что ли, какое-то? Нет. Как вот немцам перевести вот виноградный день? Вот представляешь вот? Да, вот сейчас вот. Вот. Ты представляешь? Да. Вот это как так? Вот виноградный день, вот как так назвали? Вот мы с тобой сели, вот мы производители напитка, и мы такие, вот как назвать вот этот замечательный продукт? Виноградный день. Просто вот, ну, мы сначала его выпили, и потом поняли, что это виноградный день. Да? Фантастика. Леха, зона? Вижу. Так мы в зоне. Нет. Да. Я еще нет, а ты да. Глянь, что делать. Ну так вот. Да. Значит, собственно, этот напиток, там есть разные вкусы. Там есть виноград, дыня, по-моему. Там, ты знаешь, в каких только... На любого гурмана, на любого ты всегда найдешь то, что ты хочешь. По вкусу, то есть, да? Ты знаешь, Слушай, я не пробовал. Я, честно говоря, не особо люблю подобное вот вино. Я как-то не пью. Почему? Потому что очень мало сладкого вина. Так, да? это и не вино. Но виноград. А что можно из винограда? Это обманка, понимаешь? На. Виноградный день, это не значит, что там есть виноград, потому что себестоимость его крайне мала, рассчитанная на очень узкий круг. Понимаешь, потребителя. Это, я так предполагаю, это как в ситуации на Украине был такой молодой человек, Геннадий Геннадьевич Гвоздев, 3Г его называли. Он занимался раньше организацией, которая называлась «Крымские вина», вот, который известен стал тем, что в свое время в вино он подмешивал димедрол. Можете себе представить? Глянь, что делается. Ты знаешь, я не знаю, что туда подмешивают, но им так хорошо. Им вот, так хорошо становится. Народ там уносило именно. И очень дешевое было это вино, и все вот алканавты. Ну, это надо, это понимаешь, это вот сейчас, вот ребята, немцы, они не поймут. Это надо попробовать, это великолепно. Это... Слушай, ну вышли мне. Я тебе вышлю. Давай, я тебе прям коллекцию целую этого изысканного напитка вышлю. Мне, скажи, пожалуйста, прежде чем его пить, стоит запастись какими-нибудь таблетками или сам? У вас, ты мне скажи, страховка есть в Германии? Есть. Вот. Я знаю, что там смотрят за здоровье. Поэтому обязательно перестраховаться и желательно по полной, понимаешь? Потому что хрен его знает. Он пишет мне тут. Вовчик, привет. Всем здравствуйте, ребятки. Ну так вот. Я первый раз такое слышу, честно говоря. Это прям жизненно. Ну так вот. А
А есть, вот ты мне скажи, вот сейчас вот будет вот ваша тема, вот тема немцев, потому что все-таки пиво, да, вот, ну вот. Октоберфест. Да, ну, естественно. Да. У нас Я тут был тоже, в неоднократно, принципе, я могу Октоберфест. тебе Вот я, рассказать, собственно, да, что это. про Это B9 есть- я бы хотел сказать. Ты мне скажи, да. какое у вас считается вот пиво, вот самое вот... Вот оно, понимаешь, я понимаю, что много там на вкус и цвет, но вот пиво, вот сколько, какой градус должен быть в пиве? Значит, смотри, чтобы всем было понятно, как бы я уже у себя на стриме рассказывал неоднократно, то есть в Германии есть такое понятие, называется, как правило, Reinheitsgebot. Да? То есть это закон, по которому любая пивоварня, которая находится на территории Германии, должна варить пиво. То есть он включает в себя всего лишь 3 составляющих. Да? Это хмель, солод и воду. Да? Вот. В каком ты количестве будешь добавлять то или иное в это дело, да, это уже твое право, как бы, да. То есть мешай не хочу. Да, мешай не хочу. Как, в каком там, вот, но других каких-либо вещей в этом напитке быть не может, кроме каких-то консервантов, которые разрешены законом для хранения этого напитка, да, то есть все. Вот, поэтому вы сами понимаете, если вы ограничены в том, что вам позволено добавить, да, то вы говна, в принципе, не сможете сделать, да, по идее. Но у нас-то как-то делают. Ну да, да. У нас же получается. Ну, мы вообще, в принципе, люди такие, которые многое умеют. Ты вот мне скажи, вот градус, ну вот в среднем какой в пиве? Ну, минимальное то, что я видел, ниже 4, ну нет, наверное. 4, пятерочка, да, ну что-то такое, 4,6. Да нет, пятерочка это уже круто. Это уже спасибо за круто. подписки, ребят, да. А у нас B9 производители пошли дальше. Они подумали и решили. А зачем платить больше? Понимаешь? Вот зачем пить 2-3 бутылки пива, чтобы как бы, ну, расслабиться, да, как говорят. Если можно... Я думаю, подожди, Лех, извини, что перебиваю. Я думаю, что вопрос здесь не стоит, а расслабиться. Они, наверное, думают, как бы ушататься. Это уже, понимаешь, это очень ранимые люди, поэтому, понимаешь, их легко обидеть. Вот. Ну так, когда они об этом думали, они, видать, там, понимаешь, там 9 градусов. То есть ты саданул, банка такого, знаешь, черно-красного цвета. То есть, понимаешь, ты вот, когда открываешь бутылку, ты чувствуешь там и хмель, и солод, и главное, все настолько качественное. Понимаешь? И это очень распространенный напиток. Очень. А есть еще, вот да, вот ребята подсказывают, ну это, видать, гурманы, профессионалы. Охота крепкая. Оно так и называется, охота. Это пиво, у нас продается здесь, кстати, это пиво, Вот, я видел его, да. А у нас еще додумались, а почему бы не сделать его крепким? Ну, чтоб как B9. Но только, ну, чтоб вообще прям для элиты, понимаешь? И опять же тару. А зачем 0,5, если можно 1,5? Ну, на компанию. Сейчас, секунду, донат заскочил громко, сейчас, секунду. Хай, спасибо большое, братан. Ich danke dir nochmals, gell? Говорит, что ты его знаешь. Глянь, кто там? Да. Хунцхай какой-то. Знаю такого. Ты передай обязательно тоже привет. Он меня часто смотрит, тоже поддерживает. Он сейчас слышит. Сейчас. Спасибо, мил человек, спасибо. Я стараюсь всех видеть. А много ребят в чате, много, ребята. Так, Лешенька, знают, скажи мне, пожалуйста, так. вот сюда не хочешь сходить? А ну-ка давай-ка сходим. На синенькое. Там поле. А в поле... Русское поле? Да. А пойдем в поле вообще. Вот у вас есть поля? Есть. Ну, иногда же ведь очень хочется, много полей, знаешь, очень вот много лесов. березку Я вот фанатею эту по этому обнять. Нет? Березки есть, но реже. Ну, Русские, то есть когда здесь были, в сложно. 45-м с собой унесли. Так, сложно, понимаешь, с березками сложновато. Ага. То есть вот это, выйду вот это ночью в поле с конем. Вот и вот это вот пошла, вот это, поржи вот это, да, вот это рукой провести, нет? Не буду ржать. Голышом вот это вот в рожь-то, нет? А иногда, понимаешь, вот где березки шумят, знаешь, хочется иногда зайти. Я тебе хочу заметить по поводу вот Октоберфеста, что подобные напитки у нас в Германии, как, ну, у нас, или у них в Германии, хотя, наверное, уже за 20 лет у нас в Германии, можно сказать спокойно, они вряд ли допустимы. Почему? Потому что, ну, опять же, правило, немцы вообще очень сильно следят за тем, что люди принимают в себя, вот, и что... Опа, тут были люди. Ахтунг. Да. Ахтунг, аларма. Алярма, да, тут открыты двери. Ахтунг и аларма чем отличаются? Ну, ахтунг это внимание, а алярм это сигнализация, алярм когда, то есть алярм не говорится, то есть алярм это название, это сигнализация. Это у вас там не говорится. Ну я...
Так. Ну вот. И За качеством такие немцы очень напитки, следят, они так? в принципе отсутствуют. Тут как бы есть линейка дешевого пива, скажем так, которая... в принципе, Ну, дешевое это допускается к продаже. сколько? Ну, дешевое это сколько? Ну, знаешь, такое вот прям, чтоб вроде и сэкономить хочется, но и немецкого пива выпить. Ну, блин, ну, дешевое это где бутылка тара стоит 8 центов и бутылка стоит Ты 37. давай на наши Значит, сразу где-то, тубрики. я тебе сейчас Так. говорю, сейчас 37 минус 8 это 29. Так. Ну, вот 29 центов стоит бутылка. Ötker есть такое Так, пиво. это на Ötker. наши... Ну, 20, 30, 40 центов считай, сколько это? 4 Ой, 7, 4 7, 28, 280 рублей бутылка получается. Ну, то есть дешевое. Да, это самое дешевое пиво. Что Но ты есть много еще насчитал, пиво- обожди. Ну что? 28 центов это явно не 280 рублей. Потому что один... 40 центов, 40 центов. У 40 вас центов рубль- это полдоллара, рубль- грубо говоря. Ну, не, у вас рубль сейчас 7 стоит, правильно? Евро. Евро стоит 7. 7 рублей, правильно? 70, 70 рублей. правильно? Так, Ну да. вот считай, 40 центов, это значит 280 рублей. Нет. 40 центов это... Ну, 4 7, 28, правильно? Нет. Как нет? 1 доллар стоит Почему 70 доллар? Я тебе рублей. за евро говорю. Ну ладно, евро. Евро вот это вот иностранная еще не дошла еще до простого обывателя валюты. Ну, Я ее в руках-то еще толком 2 раза держал. Ну так вот. Спасибо, ребят. 1 Да. евро 70 рублей. А пол евро? Оно чё? 1 евро. Все, я понял. Глянь. Получается, Так. 40 рублей. стоит, Правильно. получается. Да. То есть 40 Не рублей. стоит 28. Но это уже дорого. Это 28 уже... рублей стоит. Получается. Для простого это уже получается А дороговато. что-то дешево получается. Нет, 28 рублей. мне что-то дешево, да. Что-то дешево. Не. Смотри, уже налаживается бизнес. Ты согласен Не, со мной? подожди. Что-то мы неправильно считаем с тобой. Что-то да. 1 евро стоит 70 рублей? Да? Ну тогда 28 как... нет. Ну 60 даже люди говорят, 60. 1 евро 70 рублей. То есть нам надо... высчитать Считай 60. Наши 40 пацаны не центов. могут. Сколько будет 40 центов? Нам Слушай, надо? это что-то Не-не. мало получается. Это прям 23 Не, рубля маловато. люди посчитали уже, нажали на 24, калькулятор. 24. Нет, Я это тебе действительно мало. предлагаю зарабатывать нереальное бабло. Привозить пиво дешевое? Да. немецкое? Да, заметь, немецкое. Зачем привозить? Давай Дешевое. сразу это будем трубопровод вот сейчас же там прокладывают. Это вот по затратно. Украине, Нам да, нужен по-моему. начальный капитал, понимаешь, Да. чтобы поднять Да. лаве. Ну Лаве. вот что, на донатах, я думаю, у нас много любителей. Конечно, конечно. Мы вообще зарабатываем, ты знаешь. Леха, где пиздец? Тихо, ахнул. Да, из дома. Мы вообще, ты знаешь, как начинаем зарабатывать стримеры. Да. Иногда думаешь, вот сколько можно зарабатывать, да, вот. Вот так вот задумываешься и говоришь, Ибо Ниву, отомсти за меня. хорошо, брат. Андрей Фролов, спасибо за подписку, братан. Опа. Отомстил. Брок-гранат. Смотри. Опа! Привет! О, привет! А я вас знаю. Ну В ладно. третьем шлеме он там слышит. В третьем шлеме, ну там серьезные парни, Ну да, серьезные. Ну подготовился, ладно, ну бывает. Прощай. Но это все туман. Это все туман, это не считается. Да. Таможня. Да, будут проблемы с таможней. Ну ничего, решим. И заметь, будем продавать немецкое пиво. Всего-навсего по... Сколько Балтика девятка стоит? О. Ой, По а у 40 нас рублей. Балтика, знаете, сколько у нас стоит? Я вообще из русского пива вот очень сильно люблю, мне нравится, здесь я покупаю мельник, старый мельник, светлое. Вот оно в таких 0,5 Ой. бутылочках идет, таких пузатеньких, вот очень вкусное пиво я нахожу. Оно стоит у нас 69 центов, по-моему, бутылка, то есть плюс 8 центов сдать, это 77 центов получается, стоит бутылка пива. Вот по-любому пришли твои ребята. Вот стримикс, да, пишет. Взрослые люди, зачем стримить? Давайте барыжить пивом. Ты чувствуешь? Нотка вот эта пошла. У кого-то проснулся маленький коммерсант. Да, коммерческая нотка. Да. Он сказал, а почему бы и нет? Слушай, ну да. Не, ребят, я ж за всю фигню, кроме голодовки, как бы что называется, но я вам хочу заметить, что это пиво Ötker. Вот, наверное, в понимании, вот, если бы его где-то пили, допустим, в России, оно, может быть, какое-то время бы, первое время казалось бы вкусным. Но потом
вы поверьте, вам бы тоже она перестала нравиться. Потому что у него такой специфический запах, оно достаточно крепкое, то есть оно где-то, оно больше. Уже зачет. Да. Уже но зачет. оно чистое, то есть там никаких ничего. То есть, но вот за счет того, что это не марочное пиво, да, как, допустим, там тот же Хайникен, там, или там Битбургер, или там Бавария, или но это, скажем так, из известных брендов. Но я хочу заметить, что в Германии очень сильно развито частное пивоварение, да? Вот, где ты можешь сам дома заниматься вареньем пива, и есть достаточно большие пивоварни, которые вот местечковые, вот у меня. Добро пожаловать, Эля Андерсон, братан, спасибо за VIP-подписку, бро, очень ценю. Чувак, спасибо. Слушай, ну я бы хотел дополнить, это парировать. Ну, чтоб матушку Русь, понимаешь, где березки шумят, не уронить. У нас буквально вчера, у нас люди смотрят 2 передачи. То есть это самые популярные, вот что пользуются диким спросом. А Hallo Guten Strom, как переводится? Guten Stream, наверное. Стрим, да, наверное, стрим, да. Алло, да. Спасибо. У нас, собственно, недавно, я смотрю, у нас 2 самые популярные передачи. Это первая половина дня, это нам рассказывают про, собственно, да, поехали. Нам рассказывают про дни рождения наших знаменитостей. Филиппа Киркорова, ну вот эти вот, знаешь. О, вот спасибо, бро. Лайла, ла-ла-ла-ла-ла. Это Лёва Лещенко, ты знаешь, вот это вот, да, вот этот. У нас вот этот вот сынок, вот этот вот. Да, вот этот. Ну что ты. Вот. А вечером люди все, когда приходят с работы, ну, ты же расслабиться-то хочешь, да? Ну, ты же устал. Ты смотришь или 112, или Криминальная Россия. Понятно. То есть ты всегда, в принципе, на позитиве. Я хочу заметить, что я телевизор настолько давно не смотрю уже, вот, в принципе, ни немецкий, ни российский. Российский я смотрю только утром, вот, когда там завтракаю. Ну, когда про Лёву Лещенко говорят, я понимаю. Да. Смотрю новости. Вот, все, чтобы быть в курсе, там, чего происходит в России и в странах бывшего Советского Союза. Вот почему? Потому что, ну, ребят, 30 лет, 40 лет, вы сами понимаете. Да, блядь, 30 лет. Ну, так вот, я не договорил. И буквально недавно, представляешь, смотрю я, ну, как обычно, включаю, пришел, отстримил, включаю Криминальную Россию, а там, вот ты говоришь, у вас пивоварение, да, развито? А там искали оперативники, откуда берется левый алкоголь в городе Екатеринбург. Представляешь? И, о чудо! Сами делают, наверное. Нет, ты что ты? Упаси Господь, у нас правоохранительные органы работают, знаешь, как часы, все четко. Взял, принял, то все как положено. Ну так вот. Да, вообще все четко. Ну так вот. И представляешь, о чудо, за администрацией города, буквально в 10-15 метрах, расположился неприметный, заметь, неприметный ангар. Ну, ангары же, они, знаешь, они неприметные, правильно? Ну, и там, о чудо, никаких пятен. Представляешь? Открывают, а там войти даже нельзя. Там они прям в эти канистры со спиртом уперлись. Фантастика. И администрация, когда у них спрашивают, ребят, что это? Ты не представляешь, какие... Это не наше, да? Это не наше, да? Вы что? Да-да. Винни Шоу, ich sehe deine Frage, ich antworte dir später. Dankeschön. Entschuldigung. Вот. И понимаешь, такие были удивленные глаза. Говорят, да вы что? Это мы вообще... И они вам, говорит, не платили? Нет. И совершенно случайно нашли у одного из представителей администрации телефон, да, того друга, вот, которого задержали, представляешь? И он говорит, это совпадение, он за мной следил. Ну это абсолютно ожидаемо, это абсолютно второй жилет у меня. Ты знаешь, это был шок, шок, потому что, никто не мог ожидать, что именно сзади администрации города будет, понимаешь, целый склад, да там не склад, там целый, ты понимаешь, там подготовились люди, то есть там прям... Ну, то есть там вообще прям нормально. Там сказали, по всей России чуть ли развозили. То есть там один из крупнейших там. Охереть. Представляешь? Это великолепно. Это было
Это было, понимаешь, это было просто... И все люди поверили, что, в принципе-то, администрация города-то здесь ни при чем. Ну. Бля, Леха по мне долбит какой-то обсос. Кто это там? Да хз какой-то товарищ. А ну Гатит. Ребятки, я прошу прощения, что если не отвечаю, вы видите сами, такой достаточно интересный диалог да, у нас да. разворачивается. Поэтому, ребят, спасибо всем за подписки, кто их делает, господа. Поймите правильно, общаемся. Вот. Ребят, да, когда два игнора. стримера стримят, друзья, обязательно, ну, аудитория в основном всегда понимает, моя уже давно понимает, то есть, ребятки, не подумайте, что мы про вас забыли, да, просто, ну, чтоб постоянно, если будем на сообщения отвечать или на чатик, ребят, я чат весь читаю, если что, всегда так краем глаза, и обязательно в конце стрима всем отвечу, так что я думаю, что никто не обидится. Лех, там кто-то гатит. Да ты шо? Да. Глянь, Людка, что делается? А откуда? Это М-ка мне. Откуда? Я вот, если бы знал, я бы тебе уже сообщил. Я 2 раза вылез, 2 раза получил пососал. А вылезал ты с окошечка? С правой стороны откуда-то по-любому вот, да, нагачиваешь. Ага. Тебе нужен этот... Глянь, стреляет. Я понял. Это где-то с 30. Ну, где-то 330. Это где-то на 300, да. Ой! Ой! А шо это он красный-то такой? И убежал он прям. Я 4 раза по нему попал, представляешь? Спасибо за подписку, ребятки. Леха Журавлев, привет, дорогой, привет. У тебя на стриме чат сдвинутый в бок и не полностью... А, сейчас, секундочку, ребятки, да, один момент, секунду. Я побежал на него. Угу. Ты видишь, король Манса бежит. Практически по мне не попадают. Прям за маленьким исключением там. Так, пара, короче, сидит в соседних домах, но там какие-то, что-то, по-моему... Где? Бичи немножко. Короче, белый дом вот на 60, вот я на него смотрю. Ага. Я понял. Так что мы делаем? Слушай, мы в зоне, вообще, да? Может, как бы этих ребят, по-хорошему, надо бы поднапрячь. Чуть-чуть совсем. Угу. А как нам это сделать? Вот это... А надо ли это? Вот. Может, пойдем другие... Опа, да может... гатят по тузику. Ой. Гатят. Так, это хорошо, конечно. Да не, ничего хорошего, бро, я точно знаю. Когда гатят. Давай убежим. Мне говорили. Давай, говорит, обосремся. Нет, давай убежим. Да нет, давай, говорит, воевать. Да нет. Так. А я без рюкзачка еще, прикинь. Надо бы их как-нибудь сподвигнуть на ближнюю перестрелку, потому что если бы у меня был прицел, то сейчас бы... На тебе, у меня есть голограф, если хочешь, да. Не-не-не, голограф-то это понятно, надо оптику какую-нибудь побольше. Ой, вижу. Ой, мальчик лежит. Ах ты, радуется там, гляньте на него. Попал по мне говно, Ой, кнокнут, побежали. Да? Минус голова, да, он лежит, грустит. Хорош. Так там второй еще наверняка. А это не важно. Тот-то ползает, того-то сейчас поднимают, а он-то без шлема. Спасибо за подписку, ребятки. Я регенюсь. Ты еще левее туда, в гору. Во. Я не вижу где. Тактика поперла. Они вот прям за бугорком, вот 105. Вот видишь, дерево. Раскидистое такое. Да, вот именно там вот они и сидят. Да? Я сейчас опять на себя-то отвлеку их. А я за бугорком обойду. А ты их, да? Ах ты педрила, да тут педрила, ну педрила же, ну. Иди нахер, мальчик. Я забинтуюсь. Тут есть чего, да. Что это? Всем привет, ребятки, спасибо за подписки, господа, обратите внимание, все те, кто подписали, что это не основной канал, это канал стримов, основной канал находится в друзьях этого канала, или же просто Петренко Геймс, ребят. Угу. Да, вот. Леха, у тебя там, блядь... Особо не вылезай, да пусть сидят. Так гатят же по мне, ты понимаешь? Хорошо. Побежал один. Ой. А он лег, кстати. Сейчас второй, смотри, к нему побежит. Внимательно. Я не вижу их. Вон он, жало его показалось. Ой, убил. Вижу, вот теперь вижу. Ну-ка, дай-ка ему разочек. Сейчас, подбегу поближе. Смотри, аккуратно. Угу. Попал по нему. Давай, постреляй пару раз, чтобы я его... Давай. Вот, убил. видал? Хорош. О. Вот это да.
Вот Восьмикратный здесь есть. А, я-то думаю, как они так метко попадают, Ну, ребята. давай, забирай восьмикратный. Бегу, они мне тут все, что можно мне сломали тут. Хорош, Леха, спасибо. Я хоть рюкзачок себе взял, а то я все без рюкзачка как-то. Да, нормально. Блин, там, наверное, все прицелы мы им покоцали. Ну, не исключено. Так, вот здесь где-то вот лежит. Вот он здесь Тайга. вот раз, да, грустит. Блять, мне ничего нету на Скар, прикинь, вот у них. А на Скар у них и не будет ничего. Они тут все разбито, 16 мы им все. угловой Я тебе целью. больше могу сказать, у них даже, ты посмотри, у них даже похилиться нечем. У них вообще что-то как-то все. Так, я себе точечку прицел возьму, если ты не Да, против. да, бери. Похилиться, знаете, бинты скину 12 штук у меня Да есть. бинты-то у меня Вот. тоже есть. А, Я есть? просто думаю, может, что-нибудь такое пободрее будет. Не, ничего нету. Нет. Ну да, что-то у них грустно, я бы сказал. Бинтуемся, что делать? Это Ну было да. жестко. Да не, ребят. Это было нормально. Причем с условием, что они на X8 по нам долбили, а мы с Просто простых без каких-то ничего, да. кривых, да, этих. Это было неплохо. Я так сейчас потихонечку... Машина стоит у нас. Ага. Слушай-ка, а пойдем-ка мы вот сюда. Вот я тебе сейчас покажу там местечко одно. Давай. Такое потаенное, Я знаешь. новенький, здесь всем привет. Бро, здорово, Сахаров Никита Алексеевич. Привет, дорогой ребят, спасибо всем тем, кто подписался. Лех, тебе огромное спасибо, потому что от тебя народу куча сейчас Спасибо, пришло. ну это наши ребят сейчас Да. залетят, все начнется там. Ребят, канал у меня, ссылочка внизу в описании к видео. Ей. Заходите. Спасибо. Так что да. На Леху аналогично, господа, есть канал в описании, но я думаю, что сейчас все те, кто смотрит нас, знают и Леху, или потому что уже слышали о нем от меня, или потому что пришли сейчас от него. Поэтому, но в любом случае, для тех, кто будет смотреть стрим записи, ребята, ссылочка в описании на канал Алексея. Да. Очень рекомендую. Сегодня, кстати, у меня Да. рекорд, представляешь, но мне, правда, видео заблокировано, потому что там авторские Интересно. права, я там песенки слушал, ну там разные эти. Сегодня рекорд, стрим набрал 5000 лайков. 50, почти 6 тысяч, без 20 Почти 6 лайков, тысяч. да, почти Да-да. 6 тысяч. И набрал Нифига себе. 52 тысячи просмотров. Фантастика. Просто стрим. Ну, Это ты просто стримил что-то стрим, сегодня, я но захожу. это было просто великолепно. Это просто... Но это я не ожидал, конечно. Да. Это первый раз за всю историю канала такой. Ближайший рекорд был Фантастика. 30 с чем-то тысяч. Здорово. Да, здорово. накрутка, Мои поздравления. наверное. Растешь мега быстро. Расту. Это здорово. Так я, главное, не забываю, заметь. Да. Ребят, спасибо за Спроси у подписку всем. Петрента, сколько он тебе заплатил. Ребят, Ребят, ну, во-первых, я хочу заметить, что если человек действительно интересуется это из любознательности, то я тебе скажу нисколько. Вот. А если ты интересуешься этим... это в слишком целях, просто. Ты да. дай какого-нибудь экшончика-то, ну. Экшончику, 1000 рублей. Нет, Да это мало, нет, да? ну деньги это мало. просто. Надо это. Надо же эти скандалы, Драгонлорд интрига, ему расследования, отдал, вот, да. который он крафтил, там, выбивал. я Вот, это- вот, да вот, всё вот, подкручено. вот, Это всё. вот это уже, вот это по-нашему. А то ну что это, ну. Ребят, ни о каких деньгах речи не было, и я надеюсь, не будет. Вот. Лёх, тебе прицел нужен, голограф? Ня. Я выкидываю туда. Вот. Все на энтузиазме, все на голой коллаборации, поэтому... Все на голый, ребят. Копперфилд, спасибо, братан, за 50 рублей донатом, донат с кинами, это очень здорово. Спасибо, дорогой. Спасибо, бро. Так. Собственно, контролим мост. Слушай-ка, вот сейчас в курсе, что я airdrop заказал? Мы ж партнеры пабли. Спасибо. Да? А партнеры, говорят, должны скидывать. Контролить мост. Контролить мост. Да-да-да. Новые смайлы, бро, Андерсон. Я еще их дорабатываю, хочу сделать чуть-чуть побольше. Да. Я Так предлагаю вот здесь вот ребяток надо встретить, потому что у нас особо ничего нет. Так у нас зона, посмотри, куда ушла. А Мы это туда великолепно. Не-не, она рядом бежит на самом Да? деле. Да? Смотри, ты ложись здесь. бежим. Это ложится. Да-да-да, тут вот промеж, знаешь как? Не-не, промеж машин, чтобы сзади тебя не забрали, вот где откуда мы бежим. Тылы прикрой. Потому что, знаешь, ну вот эти вот, про которых не говорят, они подкрадутся, и начнется потом вот эта вот возня. Я не хотел. Ребятки, большой привет всем новым людям. Я вижу, что сейчас с вами начинают знакомиться. Господа, у нас очень лампово, у нас не хамят, у нас матерятся только стримеры, когда они пьяные. Ну вот, поэтому, ребят, добро пожаловать, спасибо, что пришли. Да-да-да. Так, Лешек.
Так, ну Ты где? думаешь, что кто-то приедет к нам? Я просто боюсь. Я чувствую. Ты знаешь, вот бывает такое вот чуйка. чуечка, да. Потому что, видишь, зона там довольно такая пухленькая, знаешь, такая пухленькая. Если что, по водителю, аккуратненько, тец, Я тебя понял. Ты сказал чуечка, мне сразу захотелось сделать вот так вот. Знаешь, как это из «Звездных войн», чуечка. Да. Пьяный мастер, ценный энтузиазм, то есть зарплата в этом месяце опять не будет. Ты видел распределение зарплаты в МИТе в последнем ролике? Не жди. Да-да-да, говорят, YouTube скоро еще порежет. Ну, Что? стримеры вообще начнут получать миллионы. Я на YouTube и не надеюсь, честно говоря. Я самое интересное, я ни разу не снимал. Надо посмотреть вообще, что там они перечисляют-то куда хоть. Я снял. Может там миллион? AdSense перечисляют. Так, миллион. Да ну, не миллион. На карточку мне перекинули. А один раз пришел чек, который я обналичил. Спасибо за подписку, ребят. Спасибо Вот огромное. Да. Вот это да. Любитель чая, да, добрый вечер. Всем здравствуйте, ребят. Всем Любитель чая, это наши Да. ребята. Да вот же сказал, говорит, Чайковский, привет, я от да-да-да. Лёхи. Лёх, что-то мне как-то сыкотно, блядь. Я сам очкую, братан. Я что-то я очкую. Ну шо, где они, Ну а? где, да он и я, ну что такое? Ну что за такое? Не, сейчас Хочется поедут. кого-то Сейчас ёбнуть разочек. начнут врываться, понимаешь? Они вот. Думаешь? Да. Спасибо, у меня просто подписки вот перманентно идут. Ребят, огромное спасибо. Это честно. наши ребята. Это я Это даже им ни разу не братан. сказал. Вот Я, один раз конечно, сказал. понимаю, что ты лора выводишь На из основном медузы. канале Я Петренко шишок сегодня крышу видел 10 под основательно кардио снизу. Всем блокаж. пришедшим Просто настоятельно капец. советую глянуть Значит, ролики на удачи, основном канале. большое Спасибо, за дорогой, уши спасибо. и Спасибо, братан. Так. А ну-ка побежали-ка отседу. Что-то он там Валим, синенькая да? зона какая-то идет. Сейчас начнется. Вот это нет, не хочу умирать. Я вот Скайфул, когда спасибо синяя огромное. зона, дружище. когда Да, тоже идет, такое я бывает. я всего бояться начинаю. Да-да-да, очкование, вот это вот, почкование. Спроси у Лёши, где вебка, пишет Дима. Где вебка? Так. Отвечай. И легчайший вопрос. Когда ребят, ты я из Германии. стримишь дома, под кофеек, не напрягаясь, часиков эдак 2-3, это хорошо. Когда ты стримишь в студии при вот этом вот освещении, при вот этих лампах студийных, вот при всем остальном, Софиты называется, мотоцикл с луком. ты начинаешь свои глаза, знаешь, вот бывает, ты их чувствуешь изнутри. Знаешь, они становятся такие вот осязаемые. Вот. И если после 7,5 часов еще взять, посидеть под этими замечательными лампами, со светом включить, со светой, знаешь, Да. если посидеть, Со бывает вот свет- со светой, эй. да, как начнется вот это вот, да, давай со светой, вот. И если ты посидел, то глазки могут сказать, нет, мы больше не Глазки, будем тебя конечно, в слушать». итоге могут сказать, давай, до Ребята, свидания. да, езжай, да, давай, до свидания. Так, вот тут выйдем, да, наверное? Да, Ну, моя остановочка. Ребята, Что это такое? это он глохнет так. Фантастика. Das ist Фантастика. fantastisch. Спасибо, ребят, всем здравствуйте, спасибо, что пришли, ребятки, всем привет. Привет. Андрей. Так, вот Так. гора, это будет больно. Гора, Рамбоби. это зло, да. У нас, кстати, патрон мало. Вот у меня на пятерок очень мало. У меня патронов. 87 плюс 30, 117. Ты мне бы скинул немножко, На. а то как На. бы-то... Подели там, потому что я не Да-да-да. умею до сих пор. У меня есть еще 7,62. есть. Давай я тебе вот так вот с ракетничку так вот Давай, брошу, давай, да, хоть что, пополам. у меня хоть что-то. Мне не было. надо 7,62, мне 7,62 вообще забери. Не Не-не, 7,62 мне тоже не надо. надо. Так, ну и шо, и где? Слушай, здесь же должны бежать и по полям, и по лесам, и здесь... Ну, 30 живых осталось, тут немного, в принципе, по идее. Должны ребята бежать, и что-то... Дома закрыты снизу, я вам смотрю. Может, тут Вообще никого их не не было? видно, это очень странно. Они боятся нас, Леха. Наверное. Не знаю, что Они 20 видят топ-ютуберов сейчас. профессионалов, понимаешь? херачат, Они ну. увидели. Ютьюберов, да-да-да. Да. Они увидели, говорят, ага. Что-то тут нечисто. Как прога для чата на экране называется. Ребята, суперчат смотрите в интернете, это не прога, это просто вы копируете из браузера настройки текстовые, и у вас работает все без того, чтобы вы устанавливали какую-то программу. Очень легко, не нагружает систему и тем самым позволяет выводить чат на экран. Смотри по левой стороне, вот где ангар, там сейчас могут любить без смс-регистрации. Тангара ты имеешь в виду? Угу.
Спасибо за подписки, ребят. Спасибо огромное. Очень польщен. Так что, идем в ангар, что ли? Не-не-не, выше, вот сюда поднимайся, и вот здесь будем встречать. Прямо от зоны играем, от края зоны, короче. Окей. Там вон дома слева, может их Кто-то просмотреть? едет, ага, проскочил один. Так. Еще там кто-то едет. Сигналит кто-то, да? Слева, тых-тых там. Ой, глянь, вижу. Тебе едет? Короче, Да, вижу машину. на Е там пара стоит, что-то она какая-то грустная. Попал по одному в дерево упоролся. Убил. Спасибо, Эль Андерсон, братан, спасибо, ваше здоровье аналогично. Спасибо, чужак. Стреляют. Я уж понял. Откуда он гадит, я не понимаю. Да вон, я вижу его, сейчас я его заберу. Сейчас мы, ребят, поднапряжем. Короче, они на Е60 вот оттуда вот. Угу. Ты говно. Давай, пока он меня видит там. С дома? А, вижу. Ну, он Убежал там вообще никакой. Да, поплавок убежал, да. Угу. Но он, я тебе так скажу, он чисто за дом забежал. Тут броня, Угу. Ну, у меня третий. если хочешь. И точка прицел. Третью забрал. А, я понял. Ну, кто там все суетится-то? Опять гатят. По машине долбят теперь. Да пусть они вообще без проблем. Из дома, да, вон он. Из поплавка. Давай вижу. немножечко вот так вот, чуть-чуть вот сюда сместимся. Отходи оттуда. Ах ты говно. Сейчас, секунду, попал по мне. Могут в жбан, да, дать оттуда. Чуть-чуть попал. Тебе по мне. болики, энергетики, там что-нибудь надо? Да ничего нету у меня все Давай, я тебе сейчас всё скину. Бинты одни. Давай, поделись улыбкой своей. Держи вот здесь тот. Угу. Ништячок. Спасибо. Спасибо, ребят, с доната. Обязательно все отдельно прям прочитаю. Алексей. Есть 300 лайков, пацаны, Ты спасибо очень классный, большое. быстрорастущий стример. Спасибо. Желаю тобой всего, Так, чего что, куда тебе идем? В зону идем? удачи. Сейчас мы кое-что посмотрим. Там вон ребят слева резвятся. На дом, на красный дом. Надо их забирать. Нет, не в гости, можно просто просто интересно, я прямо. сам живу во Франкфурте. А, ну да, das ist gut halt, ja. Freut mich, коллега. Коллеги. Ну, Ой, кто-то на дома. Не пойму откуда. тоже не понимаю пока. Сзади. Сзади Сзади, откуда-то, да. Забегаем. Но здесь будут. Ты что хочешь сказать, это тот же самый? Да, думаю, вышел. Самое интересное, что сейчас А где-то может быть, отсюда да. мы будем встречать Может. ребят. Закидывайся Думаешь? энергетиками, да, чтобы быстрее бежать. Сейчас нам предстоит забег. Закинулся. Побежали. Сейчас. Это, конечно, опасно, но... Спасибо за подписку, ребята. Посмотрим, что из этого получится. Да, Блин, ну, сейчас тоже, зона в вообще принципе. от нас играет прям плотно. Сейчас слева побегут. Слева прямо вот с этой горы, вот левый ближний. Сейчас они все здесь будут. Слева, да, вон звук Мгм. есть. Да там все они резвятся. За камни и туда вот прям на зону. Угу. Ну, если что, Туалет, меня... смотри, слева. Видишь, где бункер? На Да. 15:30. Да. Вот там тоже будут. Прям я тебе вангую. Electric Pro Games, спасибо, дорогой, спасибо. Спасибо, чувак. Да сегодня вообще хороший день у меня в плане общения и в плане развития канала. Очень здорово. Вообще, у меня на основной канал сегодня подписалось порядка 600 человек. Это очень много. Да.
Вышел ролик, интервью у меня брал Танко, известный такой есть ютубер. Знаем таких. Да, и вот сегодня с ним вышел ролик на основном канале у него, и там народ... Тихо. Не попал? Не. Я так зажал, чисто для вида. Ну, чтоб, да, Слушай-ка. чтобы они не останавливались. Слушай-ка, вот сейчас сзади смотри. Сзади сейчас начнут выбегать они, как тараканы. Вон, я вижу уже. Да, тоже вижу. Ну ладно, пусть бежит. Пусть, Слева пусть, еще. пусть. Двое слева. А, там еще бегут. А, В вон туалет же еще. двое, в туалет двое бегут. Пусть. За бугор валим, за бугор валим. Леха, за бугор Один валим. упал. Сейчас... Там трое их. Ой-ой-ой, скара мне дали в башку. Бля. Слева. Не пойму откуда. Это из-за туалета дали. Из-за туалета дали справа который. Да Вон там нет, машина, машина. нет, ближе где-то. Блядь, я не могу тебя. Вот, все, поднимаю. Там смотри, справа от тебя сейчас джип приехал. Блядь, ебашит по мне. Отходи. Сейчас. Ай, за камня, стой! Знаешь, где камень? На 255. Сейчас успею поднять? Да. Хорош, сковорода просто вообще Бля, вообще затащила. огонь. 255 камень. Справа, видишь, да, Различусь. тачка? Да. Да, блядь, откуда? Сейчас. 255 камень, 255 камень. Как ты представляешь, а? Да. И зона мы можем не успеть. 55 секунд. И этот камень. А, вижу камень. Хорошо, он Следульки. кнопнул, Поехали. времени нет. Все, он сразу умер. Не забывай про задних на машине, Слева на горе, на 70. Насрать, наверх бежим. Ну, не наверх, а, короче, бочина. Близко. Аккуратненько. Ой-ой, стой! Кто с глушаком стреляет? Где-то сверху с горы. Да. У нас зона. Давай вот сюда под камешек. Кстати, вот... Стой, это по ним херачат. Это еще дуа сверху. Они на нас сейчас побегут. Бля, Давай, всё. Вот дожить, теперь ждём. ништяк, дожил. А ведь эти сейчас... Слева бегут. Где? Ты говори координаты. Я не попал. За деревом двое на 75. Да, блять, откуда? Всё, так убили. Всех забрал. Слева 75. Все, у меня нечем лечиться. Ко мне иди. Сейчас, у меня бинты есть, правда, сейчас 7 штук. 12 человек. Слушай, мы здесь неплохо так окопались. На. Вижу. Гора 330. Ой, хорошо, их там размотали. Слышь, их там вообще в говно размотали. Да? Аккуратно, стой, сиди. Против... А, Есть у тебя зона, сиди. Да, блять, аптечка надо. Убил. Хорош. Живи, просто поживи. Слушай-ка, они меня не видели, эти товарищи. Давай я пойду скажу хоть где. Не надо, сиди. Короче, они на 330 от бугор. Угу. Да, вон вижу, в полях лежат. Пусть. Слушай, сколько ему надо? Кнокнул одного. Да? Да, второго долблю. Убил все обоих. Нихера ты там напрягаешь пацанов. Ну. Ну, они в полях. Вижу. прорисованы. 330. Забрал в башку. Хорош. Ползает. Не буду его трогать. Пусть ползает. Не трогай. Пусть ползает. Угу. Пусть. Я бегу. Там же друг его. Это мертвый. Там же слева. На 330 друг сейчас будет его поднимать. Я не вижу их. Сюда ко мне беги.
Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Сейчас прямо на нас они будут. Подожди, подожди, подожди. Я за деревьями, они меня не видят, наверное. Все, здесь, шкуримся. Прям на нас 330. Им бежать сюда. Я не вижу их. Смотри, где-то еще есть. Фу, ребятки, момент сейчас такой. Опасный момент. Да. Опасный момент ворот. Удар по воротам. Гол, хуй, штанга. Да. Да, это жизнь, да. Я не вижу. Они под откосом ползут. М. Ползут. Сученьки ползут. Хм. Я не пойму, нас, хорошо, нас, это где-то еще соло один Где-то в лежит. зоне, значит, да. Нет, один где-то соло вообще. А зона на НЕ камушек. Эх, жалко, у меня грена нет. Сейчас бы они вылетели бы все из этого камушка. На, я тебе дам грен. Угу, великолепно. Да, не за камнем. Камень 330. Камень 330? Вот 330 камень внизу, там двое. Инфа сотка просто. Но не щемимся, им к нам бежать. Они сейчас долежатся, а зонд на нас. Ага, вот они и спалились, суслики. Где? А где-то внизу. Вижу. Угу. Так, 75 Е. Человек за деревом. Вижу. Угу. Хорош. Вижу. Убиваю. Блядь. Тихо, живи, отходи. Все. Ёпта, Да нихера там, ребята. Да ладно. Слышь, с калаша там он вообще просто как боженька раздал. Ой, красава, бля. Нормально. Тебя 102. тоже, да, там? Ой, блин. Сразу, А ты не да. увидел их, да, откуда они? Ребята, у кого лагает, это я еще раз говорю, это YouTube. Вечером всегда лаги на YouTube. Всегда. Печаль какая. Надо. Ну, топ-2 тоже здорово. Чуть-чуть, ребята. да, на Поэтому, расслабончике Я думаю, вот что это заслуживает лайк, господа. Ну, Да, спасибо неплохо. большое. Неплохо. Спасибо. Ой, вообще огонь. Ты что, слушай. Что, еще одну? Да, поехали. Или КС, может? Не желаешь КС? Да может? не, Не? менять игру это не есть гуд. Окей. Ребят, фризит, если с телефонов, то у вас будет фризить. Я вам сразу говорю. С телефонов будут фризы. Это железно. Фризы, еще раз, ребят, говорю, с телефонов. Я даже смотрю, сейчас сам себя лагает. И других я людей смотрю с телефона, тоже лагает. Не, ну топ-2 неплохо, я считаю. То есть для Не, такого неплохо, конечно, нуба, как я в конечно. этой игре, с учетом того, что я недостаточно часто играю в нее, Угу. топ-2 это хорошо. И лут был достаточно такой херовый. То есть, Лут был вообще мертвый. ну, Вообще ни о чем. я без брони там сидел. Я вообще без шлема всю катку отыграл. Что я взял такой-то? Тайга, что ли? Всем привет. С компа фризит, у меня, ребят, вообще ничего не фризит. Ну. Общались, толком не играли. Хоп, топ-2. Да. Согласен, ребят. Всем добрый вечер, Челси. Так. Первую бездарно просрали, да, то есть пока тут настраивали, то есть, а вторую нормально оторбасили. Так, все. Леха, команда. Сейчас посмотрим. Топ-канал, мужик, супер. Спасибо, дорогой. Спасибо, очень приятно. Не знаю, ребят пишут, лагает, не лагает. Я сегодня, ребят, Куплинова смотрел, у меня тоже лагал. У него, точнее, лагало. У меня не лагает, вот у кого-то не лагает. У меня с телефона не лагает. То есть, парни, ну, делайте выводы. Если у кого-то лагает, у кого-то не лагает, значит, ну, понизьте качество и кайфуйте. Лех, Да-да-да, я вижу. команда. В эту сторону полетели. Поехали. Кайф. Ребята, у кого фризит, друзья, ну, я не знаю, что вам сказать. F5. Что вам, ребят, посоветуется? У кого фризит, вы поймите, не может у одних фризить, у других нет. Но это странно. Или интернет, или обновите страничку. Да, спасибо за подписки, ребят. Интернет, вечером YouTube производит работы технические.
Еще раз говорю, я сегодня смотрел Куплинова, сегодня смотрел много очень популярных ребят. То же самое, все на эту херню жалуются уже который день. У всех по-разному. Ну, сами, ребят, делайте выводы. Дмитрий, сам же понимаешь, что если у одного фризит, у второго нет, то явно вопрос у них к стримеру. Понизьте качество, фризить не будет. Так, Леха, к нам летят товарищи. Угу. Ты где вообще? Ты вообще в другой стороне. Да? Походу сейчас будет слитая катка, потому что я где-то в поле. Попытайся. Ну. Там, если автомобильку увидишь, дай знать, пожалуйста. Вот тут народа нормально сейчас приземлилось, хочу тебя заметить. У тебя там очень много народу приземлилось. Ну. Достаточно много. Сегодня был в бассейне, вообще так шикарно поплавал, отдохнул. Блин, ну это топ вообще. Тема. Вот человек пишет: Доря, привет, дорогой. Смотрю на 1440 и все норм. Да, вон машинку вижу. Не знаю, ребят, у меня комп отличный. Дневные стримы у меня не лагают. Вечером, я еще раз вам говорю, ребят, у кого-то лагает, у кого-то не лагает. Ну, как может одна катка лагать, вторая не лагать, при этом, что ничего не меняется? Кто-то пишет, вы задолбали, ни хера не лагает. Ребят, я тоже когда-то поддавался на эти парни, провокации, да, то есть когда ну это странно, ребят. Потом перестал. Я вижу, что у меня ОБС показывает он отдачу шикарную. У меня то же самое, все. На эксплите тоже все это видно. И как бы, ну, ребят, нет, я всегда стараюсь прислушаться. Может быть, действительно какие-то фризы, лаги. Парни, где-то может инет не выводить, где-то еще что-то. Поэтому, ну, делайте, ребят, выводы сами. Если где-то с моей стороны, я честно, я сейчас сомневаюсь, что с моей стороны какие-то проблемы. Потому что, ну, не может одна катка лагать, вторая не лагать, причем у одних лагает, у вторых нет. Ну, как-то это подозрительно очень. Так, Леха, если что-то будет, там, каски, маски, да, пытаемся смазки, найти. анальные смазки. Ой, да. Я вслух это сейчас сказал, да? Да, бывает, да, что-то. А что я говорю? Сейчас вроде нормально. Ну, дружище, ты сам подумай, может быть, во время перестрелки у тебя в интернет просто не вывозит в таком качестве? Ну, как бы... Парни, я ничего не говорю. Когда у меня, допустим, игра бы фризила, вот как у меня было, да, одно время, там были проблемы со стримом, я даже ничего не говорил. Но здесь, ребят, одна катка лагает, второй пишет не лагает, третий пишет... Просто забейте. У кого лагает, ребят, понижайте качество. Играем спокойно. Третий рюкзак здесь будет. Да ты знаешь, Леха, а как, кстати, как ты относишься к тому, что вот я, например, не бегаю с третьим, вторым рюкзаком? То есть, я беру второй рюкзак в последнее время, ну, я так скажу. Ну, его реально видно. Ну, второй, ну, вообще, как бы. Есть интервью одного человека, он сейчас реально, ну, он реально очень жестко, он играет только в эту игру. Стример, по-моему, где-то в Прибалтике живет чувак. Он сказал следующее, он говорит: парни, как бы... Сейчас, погоди, я посмотрю, куда падает аирдроп. Поехали. На, выходи. Да, у меня ничего нету. Он просто говорит, ну как вообще? Ну, пистолет какой-то. Ну, все, похуй. Поехали. Я машинку привез. Поехали. Он говорит: ребят, если как бы вам что-то повредит, если вам что-то повредит, то только, наверное, ваши руки. В принципе, ну, тоже правильно он говорит. Но нет, ну то, что третий рюкзак в поле видно, это 100%. Ну, он как это горб у верблюда. Да, это слишком видно, это вот это да. А второй рюкзак я не беру, потому что я, честно говоря, не знаю, насколько, может быть, это и неправильно, что я так играю, но я играю все время с одним оружием. То есть я вот нашел там все, я остальное выкидываю. Ну, второй это кар, снайперская винтовка, это по любасу надо отыгрывать, потому что, ну, пригождается. Конечно, если оно попалось, то, конечно, пригодится. Даня, Skyfall, Смайл, спасибо, ребят, за донат огромное. Спасибо, парни. Все вижу, не переживайте. Где-то на N, но он далеко очень потом. Мы сейчас так едем, чисто, может быть, кого-нибудь зацепить. Смотри. Не, нормально. Все рассчитано. Пить. Да ты ниндзя. Давай полутаем вот да. дома. Нет? Здесь есть. Не. Ну, интересно, куда Айр лутал. Очень часто эти валенки, они... Вон, слышишь? Уже. Вон движение, по-моему. Где? Нет? А, нет, слева. Не, куст. Слушай, неприятно в этой игре то, что вот эта вот прорисовка, вот я сейчас двоих убил в прошлый кат именно только из-за того, что не прорисовывалась трава. Вон был. Ну вот, понимаешь? Опа. Слева, за ним уже идут. Ну, мне кажется, можно пацанов просто поднапрячь.
У Попробуй. меня пистолет, мне напрягать не с чем Ну, так. ничего. У меня узишечка. Они здесь. Тут еще машинка стоит, слышишь? Ну, здесь вообще ребята нормально воюют. Так я, может, побегу за дропом тогда просто? Там заберут, там в поле еще лежат. Да нету никого. Лех. М. Нету никого. Странно. Ну, там Мне белая просто- машинка стояла. Да? Хотя- Мне просто стрелять не из чего. Хотя, да мне самое интересное, что тоже у меня узишка и все. Ну. На этом, как бы, этот чудо-дроп заканчивается. Слушай, ну пойдем. Да? Окей. Думаешь? Угу. Не вообще фризит. Сервера, что-то мы, походу, дела накаркали. Сервера, ребят, они приносили извинения, мы же с вами зачитывали. Эх. Да, сейчас, да нет. Сервера сейчас, ребят, перегружены. Это я конфетку У ем. PUBG? Угу. У них рекордное количество онлайн, там какие-то очень несколько миллионов человек. Вот мы читали только. Так, ну здесь сейчас Максим, да, спасибо, дорогой. нам его сразу, тебе говорю, не дадут забрать. Да? Это вообще просто... Давай попробуем. Один выходит, второй за рулем. Ctrl-1 нажимай и мансись от тачки. Все, его забрали, конечно же. Да? А, Да он уезжай, лежит рядом. Уезжай. Не-не-не, это все шляпа усатая. Мод какой-то лежит рядом. Вон. Уже забрали. На горку въезжай, левее немножко бери на СЕ. И на горочку. Гатят. Это сзади. Да-да. Пошел нахер. Вон он один там. Ой, ребят, что он сделал? Что такие агро все? Ну, можно где-нибудь вот здесь в дома прям останавливаться и все. Слева останавливайся в домах. Угу. Сейчас поднапряжем пацанов. Сузих и депов. Все норма. Ну, ништяк. Погнали. Тут есть люди. Дома справа, вон, залутанные. Да, мне кажется, и здесь будет все залутано. Игра нет. Шикарная игра. Ну, автоматик, дай какой-нибудь. Блин, у нас дроп вообще просто мертвый. Ну, у меня ничего нет вообще, вот пистолет и все. Что вообще дроп говно. Просто печаль, беда какая-то. У меня броня первая есть, если тебе надо. Можно, в принципе, на них. Опа. Угу. Там с калаша кто-то пытается стрелять. Ну там оптика. Угу. Оптика, это надо с ним сближаться 100%. Причем сближаться так довольно плотно. Привет, Лех, удачного стрима. Спасибо, ребята. Добро пожаловать на стрим. Всем привет, да, еще раз, ребятки. Всем здравствуйте. Ой, спасибо за подписку. Здесь будут сидеть. Здесь 100% они сидят. Угу. Нет, тут воевать не с чем. Я по маленьким домам тут бегаю, как бы так, Ну, посмотрю. попытайся, да, что-нибудь найти, может найдешь. Да нет, все улутано вообще по жесткому. Хотя нет, тут я вроде вторую броню получилось мне найти. У меня только каску вторую получилось найти. Надо от противного сейчас играть, ну. Угу. Сейчас, ребят, я посмотрю. А кто у нас самый противный? Тронутый дом, и в нем ничего нет. Ну, фантастику. Вот. Спасибо за подписочку. Я прям бегу на этих товарищей. Слушай, ну я не смогу тебе ничем помочь, во-первых, у меня ничего нету. Я сейчас очень аккуратно к ним подбегу. Нашел их.
Спасибо за У подписку. меня есть тараканы засуетились. Да? Угу. Я дробовик только взял, вот и все. Дома тупо тупые. Ой, тупые, тупо тупые дома. Спасибо за подписочку. О, это что? Сайга. Нет, там она не сидят, но... О, калаш нашел. Ништяк. Второй этаж, короче. Всех маленько здесь понапрягаю, ребят. Парни прям здесь суетятся, бегают. Вообще просто жестко. О, Леха, го ко мне. Понятно, засели, блядь. Лешка. А, да, я слышу. М16 здесь. Хоть что-то будет, с чего пострелять можно будет. Спасибо за Там, подписку. короче, вообще жестко прям присели. Так, на М16. Патроны нас задели, Лешка. А, не надо делить, я тебе отдам, я с калашом побегу. Все, забирай. Да блин, по прицелам. Спасибо за подписку, По ребят. прицелам все печально. У меня точка только есть прицел. И все, на Вообще калаше. ни хера никакого. Блин, как же их выстегивать-то? А где они сидят? Какой дом? Ну, дом вот W? красненький. Да. А надо нам их выстегивать? Обязательно, конечно. Надо пацанов этих поднапрягать. Мало того, что поднапрягать, их надо вообще по-хорошему забрать, потому что прикинь, у них сколько сейчас дроп будет. О, Где он? я в гору пошел. Сейчас я их сверху попробуем. Он по тебе хотят сейчас? Ня. По-хорошему он меня вообще ничем не напрягает. Просто Ну вот да. этих ребят Дроп, надо дроп забрать. подзабрать, надо. да, дроп, потому что у них там дропа просто будет такое количество, что... Марис, спасибо, дорогой ребят. Всем привет от Hardplay, Epis, One World. Здорово, чувак. Спасибо, ребята. Это что? Опасно я здесь так лажу. Леха, если глушитель найдешь на этот, на калаш, скажи, пожалуйста. Да если бы. Ну. Блин, эти ж эти падлы так засели-то хорошо. Где-то они там. Ахтунг. Что-то там кидают. Пытаются какие-то высеры сделать. Блять, засели вообще, просто жесть какая-то. На Керниле вон они, чуть-чуть. вижу, да, вижу, Да, они в этом доме бегают. на втором этаже. Там, где ты дверь сломал, на Кернилово. Он там Сейчас я их лечится. снизу. Ты его оттуда напрягай, я снизу Да, да. пошел. Нормально. Попали по тебе? Ну и по мне попали, я попал. Ну, там нормально вообще, прямо если сейчас он только Второй высунется. Да, да, второй. Ну они лестницу просто тупо чекают, сидят и все. То есть там больше, что им еще остается?
как они вообще все это... Ты бы оттуда их на самом деле напрягал. Да? Угу. Ну давай. Надо просто этот второй этаж напрячь все. Под сраку, на тебе чепуха. Попал, да? Да, попал, причем неоднократно. Два раза точно попал. Затрахали что-то эти ребята уж там высиживать. А. Бегает по второму этажу, там мечется, блядь, ну. Блин, были бы грены, сейчас бы он вылетели бы оттуда. А лестница чистая, они лестницу Тихо, не могут смотреть. спрыгнул один. Умник, блядь. Вижу. Второй этаж. Сейчас бочину накуривают, падла. А, вон вижу еще два. Так что, будем валить, может, потихонечку? Вообще просто уходим отсюда и все. Просто на 60 идем и все. Там что-то они с горы пытаются, вон двое туземцев что-то попукивать. Сука, гатят. Пусть уходи, они там не попадут никогда с такого расстояния. Они там еще стреляют с калашей. На 60 где-то вообще аирдроп упал. Можно за гору и туда. Так, у нас машина же там еще вроде стояла, да? Пойдем. Просто на 60 уходим и все. У нас машину спионерили. Кто там такой, не пойму, блядь. Особо настырный-то. Куда уходим? Да, забей. Туда, вглубь. Им сюда бежать. Ты пойми, им всем сюда бежать. Сейчас мальчики все... Сейчас они нас напрягают, сейчас мы их напряжем. Привет, ребята, привет. Леха, у нас машину кто-то Да и хер с ним, дальше, вот сюда вот иди. Смотри, я куда еду. Плыву, точнее, плыву, не знаю, что там сказать. Что-то я жестко так бегаю. Блин, не знаю, что с ВПС. ВПС 60 у меня здесь. Да ладно. Не, у меня нормально все вроде. Я не смотрел сколько, но у меня нет дискомфорта какого-то, то есть все отлично. Не знаю, у меня вообще прям жопа какая-то. Лодка. Сюда плывет? Вон. Двое выскочили из дома. Не надо ходить на открытом месте. Пусть уходит, нормально. Все, туда дальше убегаем. Машина проехала по мосту. Да, туда дальше. Все вообще без запаров. Вот эти камни сейчас главное занять, все. Все в кустах, садись. Блин, ёпта, у меня здесь фризит вообще просто жесть. Сейчас, если убьют. У меня реально просто 52 FPS, это вообще из ряда вон. А что такое? Почему так? Слушай, я даже не знаю. Так, едет мопед. Забрать. Один кнопку. Ну забери его. Убил. Все, Лес. доползай. Все, нас заберут. Доползай сюда, ко мне. Уходи. Так по Всё, тебе, уходи. с горы, ко мне сюда давай. Да здесь я никуда не... Все, справа он уже долбит. Но мне тебя не поднять. Не. Всё, по мне уже гатит. Ну. Уходи туда, за дерево. На W. Уходи. Давай я тебя Они подниму. меня заберут 100%. Не надо. Да, нормально, все, тихо. Не бросай своих. Или вдвоем, или никак. Сейчас в башку тебе дадут. Ничего страшного. Мимо кар. Стали, убежали сразу. Косые, блядь, уроды. Косые уроды.
Просто вообще ни о чем. Косы. Как можно было на открытой местности отпустить? Я вообще что-то их не понял. Нам бы нижних как-нибудь. Да, залутать было бы здорово. Опять у нас лута нахер никакого нет. Ну что за песос, а? У меня даже, блядь, прицелов нет, вообще ничего нет. Мне лечиться нечем, вы одни бинты, блядь, прикинь. Спасибо за подписку, ребят. Что, пойдешь лутать? Конечно, мы вообще с нулевым дропом. У меня даже точки нет. Это вообще это не дроп, это так. Прикол. Вон эти, по которым мы, помнишь, стреляли с дома. Угу. Пробуем. Прикрывай, аптечка есть. Двухкратный взял. Просто первое, что попавшись, что-то попалось, Да-да. бери и все, и валим нахер отсюда. Все, встаем, уходим нахер. А чё, нормально же? Сидели. Уходим. Ай-яй. Сзади. Мансуй. Ничего. Всем сюда бежать. Всем ребятам сюда рано или поздно. Надо было на бежать. машину сесть. Ой-ой-ой. Вниз, к воде. Да. Воды Пусть. догадывай. Тихо. Еще ниже. В воду бежим. Да Блядь, там. мы у них как два зайца сейчас, блядь. Ничего. До воды добежать и все. Мансы до воды и все. Попадут. Че сейчас? Сейчас от зоны просто будем умирать. У них топовые позиции, на них зона сыграла. Все, ныряем и туда вот тут правее. А вообще можно вообще из воды выйти. Мы, смотри, кстати, под бугром будем. Угу. Ну и все. И чё? Все. Да, вот. Подожди, дай прилечу что-нибудь. Да. Нас здесь точно сейчас, блядь, заберут. На тебе патроны нужны? Патроны. Какие, на 5,56, Давай да. быстрей. Держи. На тебе гренку одну, на тебе коллиматор, точку. Все есть. Уходим. Фаст. Побежали до камней. Конченая вообще позиция просто. Да нормально все, давай в зону зайдем и за деревьями сядем. Иди нахуй. Ёпта. Иди в жопу. Оп. Сука, не вижу его. И я. И сейчас нас сзади, смотри, будут. Сзади просто смотрим, все, насрать. Вкидывай все, что есть, энергетики. Я не знаю, где это. Вован хрен попадем. Да, я как этот, блядь, слышишь, в этом фильме спиздили Снэч. Вот Да, этот да, вот, да, блядь, да, русский, этот, блядь. Побежали, ты вправо, я влево, давай. Сорылые, блядь. Мне бы их только увидеть, и все. Вижу. От машины, да, из-за дерева. Забрал его. Он Хорош. тоже ползает. Хорош. Блядь, ну, бро, ты ж Ничего, понимаешь... на Е. Беги. На Е забери их. На Е прям лежат, он лежит. Давай, долби, говно это. Слушай, я не понимаю, блядь, как... Вот он, стреляет по тебе. Хилси, все. Попали. Убили. Ай, печаль. Блин, ну столько раз от нас зона, не вообще увидел жестко слева, просто. да. Просто Я зона нас второго гоняет, слева. как только можно. Второго слева не увидел я чувака. Блин, а я забрал этого. Там где-то Ну, он- второй. он Ну, видишь, они ползал, вдвоем да. лежали просто и все. Он ползал там, ну. Собака, а? Ой, бляха-муха. Ты шо так, знать? Еще одну? Да, можно, я что-то не Сейчас, пойму. на Пойдем. секундочку буквально. Окей. Отлучусь психолог. Я пока, блин, смотрю просто, я не понимаю, ребята, у меня, короче, проблема такая с фрезами. Причем уже день ото дня, это каждый раз проблема, то есть она то есть, то нет. Фрезы, то есть они то появляются, то пропадают, то есть FPS. В игре ничего не фризит, тупо проседает FPS. Просто и все. Больше вообще ничего. Что за тема, что за дичь, вообще без понятия.
Прошу прощения, да, ничего. просто пописать ходил. Да, Извините, попробуй. Саша. Я как этот, Борис Бритва, слышишь? Которого вы сейчас стреляли. ну. Да. Бывает. Сейчас я перезахожу в игру. Ага. А что такое, тебя лагает, да? Давай Да, я да что-то тоже. фризит немножко, да. И, Ну, ну, это что-то- только что-то, в да, этой да. игре это дичь творится. Так, сейчас я тоже перето. Красавчики. Ребят, спасибо большое, очень здорово, вот, что пришли. У меня, честно говоря, в столь позднее время вряд ли присутствует такое количество людей. Вот, но, ребят, спасибо. Не, у меня тоже очень много. Это сколько? 700 человек настоящего онлайна. Там сейчас на Это здорово. Ютубе, да-да-да, на Ютубе есть уникальные вообще ребята там. Мне очень нравится всегда их смотреть. Спасибо. Там сидят очень много тысяч онлайна, там неважно, что там лайки, там, знаешь, ну бывает там 4 часа идет стрим, 3000 онлайна, ну и там 300 лайков, ну то есть, ну бывает, знаешь, такое, ну просто совершенно случайно, как бы никто не ставит, ну что делать, ну ладно, ну бывает. Не Так, помню, как сейчас посмотрим, что у таких меня. людей называют, я все каждый раз забываю как-то. Короче, как-то, Самаритяне. как-то их, да, для них есть какое-то отдельное место в этом, в котле. В раю, да? Да, в котле где-то там есть отдельное место, не помню, как называется, но ничего, ну, бывает. Бывает. Слушай, мы сегодня нормально, не как лохи играем, то есть так, достаточно Нет, играем неплохо. хорошо, да, играем хорошо. Топчик еще бы взять, вот это было бы, Блин, ну конечно. топ-2 взяли, видишь, почти добили. Но... Ну, там 2 каски они дали, но мы с нулевым дропом вообще были. Спасибо за подписки, ребятушки, спасибо большое. Такая дичь. Ребятки, ваше здоровье с водичкой. Завтра, кстати, господа, будет стримчанский по плойке. Подумаю там, что может быть PS4, может быть PS3, батлу третью постримлю, или может быть Uncharted третий. Ну, потому что сейчас уже его 40 прохожу. FPS, да, это просто Да? это жесть. Да. А что ж такое? Прикинь, Спасибо, с моим ребят. компом в этой игре Топовое железо вроде. FPS это просто Че, это выпивку забей. может, Андрюх? Андрюх. Ой, Лёх. Знаешь, сейчас увидел мобильный телефон, сообщение от человека пришло. Андрюха. Какие-то непонятки какие-то. Лёша, куда летим? Сейчас вот вроде повышается. Ну давай, я не знаю. Давай в Новорепное. Вот вроде, кстати, наладилось все. Поехали. Слушай, да, все вроде все четко. Да? Ну, заебись, что называется. То есть мы сейчас, я так предполагаю, сейчас играют только дуо, да? То есть трипл не может здесь играть. Трипл да? нет, это исключено. Только дуо или кто-то в соло, да? Да. Далеко на 120. Вижу, да. Ну, здесь до хера будет, здесь на самом деле Под надо нами занимать вон у меня какой-то... чувак уже падает. Какой-то... Занимаем вот эти ангары. Здесь вот фастом как-то пытаемся залутаться. Все, меня сейчас уже будут убивать. Ну, вообще ангар пустой. Вообще нет ни хера. Да, блять, ну все, Леха, можно выходить. Ну, он с дробашом, Пойдем блядь. перезайдем. Да нету вообще, пустой вообще ангар. Вообще пусто. Печально, Да, ничего печально. страшного, забей. Бывает. Тикс. Блин, чтобы в это место повышенного дропа упасть и ничего не найти, это просто нонсенс, на самом деле. Окей. Ребятки, еще раз напоминаю, это не основной канал. Всех тех, кто новые подписались, есть основной канал, Петренко Геймс называется. Здесь я стримлю, на Петренко Геймс выходят нарезки, смешные, там, анонсы и, короче, то есть вот и самый главный контент, помимо стрима. Спасибо, ребят, кто желает удачи на стриме. Крутяк. И да, повторюсь еще раз, господа, те, кто не знают Алексея, ссылочка на канал есть в описании, но я думаю, что таких мало, поэтому самое. обращаем внимание, подписываемся, приходим, поддерживаем человека лайками, донатом,
и просто присутствием своим на стримах. Спасибо, ребята. Это очень приятно. Спасибо. Ты, сука, ты на тебе, говнинский говнито. Всё. А Юмп хорошо дубасит здесь, слышишь? Юмп неплохое вообще оружие. А, он с отсечкой только стреляет. У него нет полного автомата, да? Есть. Третий режим. Да? Ага. А, вот, вижу, все, есть, нашел. Вот такой вот я игрок, понимаешь? Не, ничего страшного. Это, во-первых, ввели. Я бы не сказал, что сильно давно. Ага. Ты знаешь, там колоссально. Драгон, удачи. Если у тебя фризит, проверяйся в интернет. Я не знаю, дружище. Проблем нет. У меня нет проблем. У людей, у многих тоже нет проблем. Поэтому, как бы, ну, не знаю. Очень много просто чего херового, очень много троллят в таких ситуациях. Начинают угорать, знаешь, там, прикалываться. Вот это вот. Из-за этого прям бывают такие моменты. Ребятки, по 400 лайков на воскресном позднем стриме. Кто забыл? Катюша, ага, привет. Администратор, привет. Маэстро, привет. Прыгаем. Всем здравствуйте. Так, куда? А, вижу все. Ну, вообще, вот сюда, наверное, тогда проще. Я тут свои какие-то дома, да? Это притаённые. Ну, здесь не то, что свои, просто удобно от них. Окей. Ах ты в воду, что ли, куда-то, я не понимаю? Не-не-не. Подо мной дома. Ну, люди Че у нас падают на никого? красные. Сейчас мы их поднапряжем. Ой-ой-ой, там, да, там, ой, там. Сейчас надо два залутаться и прям напрягать вот тех пацанов. Вон и тачка рядом стоит. Здесь вообще все есть. Павел Трофименко, спасибо, дорогой. Спасибо, привет. О, Юмп как раз дали. Угу. Так, тут еще один Юмп лежит. Угу. Сейчас, если ничего не найду, к тебе приду. Угу. Ну, вообще голяк. Дроп вообще. Так, О, этот лежит, слышишь, здесь, прикинь. Че? Вектор лежит. Вектор лучше, чем Юмп или нет? Ну, с Вектора надо уметь стрелять. С Вектора это довольно своеобразное оружие. Угу. Вектор это вообще просто тайно покрытая мраком. С него вот реально надо уметь стрелять. Так, я, наверное, оставлю чуть-чуть вот так вот, чтобы взять для Сайги. Я предлагаю сразу прям схода пойти тех ребят напрячь. Думаешь? Да, я прям уверен. Без того, чтобы лутать, ты думаешь, Да. есть получше? Я просто уверен в этом. Пойдем. Сейчас вот у меня пока отпустило, я сейчас смогу нормальный народ, мне кажется, размотать. Как из окон выпрыгивать, а? Научите меня это делать, пожалуйста. Прыжок С одновременно. Ага. Пробел С, но это надо потренироваться. Это надо, Понятно. это надо раза со 108-го получится. Лёш, я в доме заблудился. Сейчас иду. Бывает. Сейчас. Ну, я старенький, у меня вообще географический кретинизм, знаешь. Бывает. Топографический, да. Да, привет, ребят, спасибо за подписки. Взлетай сразу прям на агрессии, сейчас будем все это делать. Агрессия, это я люблю. Ребята, год 12 лайков, пацандре. Сейчас, короче, смотри. По правой стороне. Сейчас посмотрим. Сейчас нам как свесят с тобой. Хорошо, хорошо, пусть. По-барски. Надо, чтобы они постреляли. Ну да. Они бздят. Видно, лута нет, Леха. И тогда нам здесь делать нечего. Тогда поехали. Короче, они, да, залипают дальше. Пацаны. Поехали, у нас зона в другом месте. У нас он Понял, они. Сейчас. А нет, что-то гатят. Да, забей вообще. У нас зона посередине находится. Тихо. Вон они бегут. Где? Вон бегут снизу. Снизу бегут слева, пошли. Третьим. Не вижу.
Бегут сюда, к джипу бегут вон. Попал. К джипу бегут. По колесам джипа. Блять, достали, короче, все. Напрягай их отсюда. Угу. Они за джипом. Напрягай их отсюда. Все будет хорошо. Сейчас я джип просто взорвем и все. Давай. Джип едет, прикинь. Давай. Как он едет? Как он едет? Я попал по кому-то. Приехали. Да? Да. Взорвался джип? Нет, просто пацаны немного приуныли. Ну И здорово. все. Бывает. Да, такое. спасибо, Катюшенька, спасибо за подписки, ребят. Там есть что у них? Ну да, шлем, вот я вижу такой Мне неплохой. хотя бы рюкзачок бы мне что-нибудь. Слушай, ну да, тут вообще прям нормально. Если хочешь, с этого... Хочу. Мгм, с этого постреляй, как он называется? Я не знаю, умеешь, не умеешь? Мини-пушка. Нет, не знаю. Ну, очень Она- простая, с оптикой она нормально зайдет. Она Мгм. очень жестко дамажит. Прям Окей. очень-очень-очень жестко. Да не, я лучше юм возьму. Ну, пусть валяется, значит. Сейчас тебя нахер. Мини, говоришь? Ну давай мини, ладно. А патроны есть у тебя? Прикольная Что там тема, надо? на самом деле, на это, вот с этим Да? мини. Да, не, по Патрикам мы просядем. Мы сейчас еще одних напряжем, не переживай. Да, поехали. Поехали. Сейчас я... Ох ты, третий шлем у них отжал, да ты Да, модный. ну там я им нормально. Лех, у нас зона, посмотри, где Я знаю, не переживай. Здесь где-то еще ребята есть. И вот которые залутали вот эти дома, вот их надо обязательно найти. Ну, верхний левый ты имеешь? Да. Вот этих вот пацанов надо обязательно как-то... Слушай, я не понимаю, я сейчас стрелял столько в джип и по колесам. И этот шлем джип, просто- извини меня, это Да? УАЗ, по нему надо столько... Смотри, тут Да. все закрыто. А, нет, открыто дверь есть, да. Не открыто. Опа! Слева. Гора, да? Слышь? Да. Вот здесь высажу. Вижу. Вот он, вижу, слева. Погнали. Ушел один. Не вижу. Где? Хуй знает, не понимаю. В домах где-то. Вижу. У меня жизни 0. Живи. Ты. Да я живу лежу. Блять, что это? В смысле? Да ты пиздец. Забей просто. Перезарядка. Это 2 дуо, короче. Мы на 2 дуо просто нашли. Ой, блядь. Кокнул? Нет, не кокнул. Нет. Он тебя заберет сейчас. Хер там. Он валит. Прикинь. Пипец вообще. Просто 2 дуо. Сука. Ну и что теперь не делать? Все. Кильцы До так я свидания. сейчас заберу. Все. Все, да, хорошо. Блин, надо так промеж 2 дуо попасть. Сука. Димасик, Ой. здоров будем. Дюпришечка, привет, братан. Привет. Да не, надо было ехать в зону, лутаться. Да не надо было этих разматывать. Это Думаешь? просто немножко просто скиллухи не хватает и все остальное, все это мелочь. Сейчас вот везения не хватило. Потому что, ну, это бредятина. Сидит дуо, смотрит на второе дуо, мы заходим, и они все на нас идут. Но это какая-то, что-то как-то по-гейски. Слушай, ну немного. то, что вот у меня скилла не хватает в этой игре, это однозначно. Да, чувак. забей, Это- господи, это- Я могу Здесь быть хорошим рюкзаком, знаешь, там тактически отдыхаем, правильно думать. отдыхаем. Ну, да, Это ну, самое вот, основное. ребята, 400 лойсов. обстановка на Спасибо. канале. Это другие немножко, ребят, стримы. Когда люди стримят, там напрягаются, это немного другие стримы. Поэтому, ну, не знаю, как-то так. Здесь я не Да. вижу смысла вообще как-то напрягаться Тебя надо особо. будет позвать, вот я сейчас, скажем так, играю в твою игру. Почему? Потому что эта игра у меня, вот я тренируюсь только в нее играть, то есть это твоя. Тебя надо будет позвать как-нибудь со мной, чтобы ты сыграл, если ты найдешь время, в осаду, вот Rainbow Six Siege, чтобы ты со мной сыграл. Ну, Вот там можно. вот там вот я тебе расскажу, как бананы на деревьях ночуют в этой игре. Ну что, осаду я считаю вообще шедевром именно вот сейчас гейминга. Не-не, ну это Вот. хорошая игра, конечно, можно поиграть. Будет интересно, по крайней мере, это точно. 100%.
Осаду я люблю. Осада шикарная игра, считаю, просто. Есть как бы свои тоже там неприятности. Ну, это в любой игре есть как бы Ну, такие это вещи. везде, Да, но, это, но это конечно, не настолько конечно. критично и глобально, как вот. Да на тебе в лицо, дурэпа. Спасибо за подписочку, ребят. Пришел от Харда. Ребятки, спасибо. Спасибо. Так, Да, всех, кто от Лешки, ребят, добро пожаловать, здравствуйте, рады видеть. Так, Леха в команду. сюда же. Понятно. Я, честно говоря, не понимаю твою тактику, вот почему все время туда. Тактика вот, очень простая. Во-первых, смотри, Машина. мы летим на Сосновку, нет. Это фаст дроп из-за занять мост как можно быстрее. Окей. То есть здесь самая, получается, ближняя точка, плюс они поедут с Сосновки. Но здесь очень зависит от зоны. Если на зону сыграет, то крутяк. Окей. Спасибо всем за подписочки, ребята. Спасибо огромное. У нас есть кто-то рядом. У нас никого рядом нет, прикинь вообще. И а что у тебя завтра? Какие планы, Лёха? По поводу Не стрима? знаю пока. Я О, сейчас зашиваюсь ребята, очень ой, жестко, я блин. сейчас постримлю очень по много. Плюс видосики, фигосики. Леш, прям вот со мной рядом один летит, педрила. И ничего не боится, вот такой. Ну, пусть знаешь. летит, молодец. Молодец. Но он что-то как-то очень странно, если честно, летит. Вот сейчас со мной педрила. У меня, походу, сейчас рукопашная с ним будет. Да нет, убегай просто и все. Убегай, на меня, заводи его. Я Он к тебе бежит. Давай, встречайте. Он в дом побежал, Леха, первый. Убегай просто оттуда. В доме Убегай нет вообще в нихера. другие дома. Иди нахер, мальчик. Отлетел парень. Что? Дал ты мне? Хорош. Фу, я даже чуть-чуть Особенно пописал. Ты видел, что они творили на День города. Добра и позитива. Спасибо, Ну, ребят, это- спасибо за донаты. да. Приятно очень. Хорош, чувак. Ну Спасибо чё, за подписки, напарник пацаны. его, короче, я так понял, соседний. да? АФК. Я думаю, АФК. Что она не Нет, улетела нет, нет, сейчас? здесь Нет? АФКшники не падают. Нет, это что-то какая-то продуманская. Восьмикратный прицел нашел. Это вообще ништяк. 8х это очень хорошая тема. Я вот не чекнул, куда еще люди падали. Этого я не Никого не было рядом, они вот это вот одно было, все, больше никого не видел. чекнул. Кажется, где-то еще. Почему в этой игре нечем стрелять? Я не понимаю, ну как вот они, ну что это такое? Ну? Ну, я так скажу, здесь дропа в разы было больше. Всегда, вообще всегда. То есть это что-то прям замутили. Лех, ну у меня ничего нет, у меня вот дробаш один и все. И восьмикратный Ну иди прицел. сюда, я УЗИ тебе кину. О, Не знаю, если только. не, так. УЗИ не надо, давай я тебе дробаш отдам, ты умеешь им работать? Да. А что тебе лучше, Могу дробаш? или- СКС-ку, в принципе, дать без разницы. Не, Давай, СКС-ку не давай. надо. На, дробовик. Угу. А тебе патрик к нему. Благодарю. О, рюкзачок, прикинь. Микро-УЗИ. Он 9 миллиметров стреляет, да, микро-УЗИ? На тебе восьмикратный прицел. Забирай. А не пока, он мне некуда мне его. Ну, забери все равно, что. Будет. Или ты не берешь? 8х, не, возьми пока. Просто Да? пока у себя Ага. поноси, да, сейчас непонятно Хорошо, вообще, что тут хорошо. у кого. Что тут где у кого будет. Так, что мы делаем? Дальше к домам. Я вот бежим. не знаю, вот здесь вот что на домах. Падал ли сюда кто-то? Вот я... Давай. Ребята, спасибо за подписку. Сюда падали? Я не видел. Да с нами вообще никого не было, по-моему, рядом, я тебе говорю. Что-то очень странно это все. Я по сторонам смотрел, и все, они или пролетели, или дальше попадали все. Двери все закрыты, по крайней Ну мере. да, я же тебе говорю, не было никого. Это вот точно. Я со своим афро тут ношусь. Да. Ништяк.
оказывается, даже есть этот звук мошек. Да. Только что услышал. Самый топовый звук вообще Ну, просто. Они такие какие-то, как эти. ну, Как полиция. Наляшечка, привет. Ну. Так, точку прицел нашел. Билли, спасибо, дружище. Броня первая тут лежит, если надо. Или у тебя вторая уже наверняка. У меня вторая, я нашел вторую. Так, ну аптеки Спасибо. мы так неплохо нашли. За подписочку. Так, я хоть шапочку одену, а то пафра буду стрелять мне. Калаш, в принципе, можешь забрать. О, давай, с удовольствием. Калаш, так я люблю. сделаю с точкой. 7,62 у меня патроны есть под калаш. Пятерки есть Стоп. патроны? 5,56 нет у меня. Но у меня 7,62 есть и прицел точка, я тебе могу отдать. Не, 7,62 забирай. Вообще великолепная зона просто. Компенсатор есть вот тут. Угу. Блядь, далековато дроп падает. Далековато, да. А где калаш? У тебя? Нет, в центральный или в дальний, не помню уже даже где. Ой. Дальний, вижу дальний, юнг. по-моему, внутри. Дальний, да, вот этот дом внутри. Да, где-то там. Ага, вижу. Так, хорошо, калаш, это здорово. Тебе УЗИ отдать? Нужен тебе УЗИ? Нет, УЗИ не надо, все, мне теперь только патроны пятерки нужны и все. Будет. Вот теперь бы выйти из этого дома. Да не, там все дома-то одни и те же, однотипные. Ты на мост уже ломался? Я на мост, но я хочу просто фастом первым занять точку правильно. Угу. Спасибо за подписку, ребят. Ты там касочку, если какую видишь, какую-никакую, сообщи, пожалуйста. У меня просто вообще никакой. У меня первая броня и первая каска. И Ну, там нет была каски. где-то каска валялась, но уже... Там что с ней, что без нее, долго да, искать. походу? Да, ну первая каска это... Не, ну хотя вот здесь Машина. вот лежит еще каска. Едет Напомню. где? Или что это? Или это море. А, это море. Все, сори. Да, ничего. Доброй ночи, ребят, кто идет отдыхать. Завтра, да, у всех почти рабочий день, так что удачи, ребят. Всем да, спасибо, что пришли. И все, уже тут после тебя трава не растет, да, я так понимаю, в плане лута. Ну, там на калаш патроны на заправке. Ну, уже все. Каска. Ты хочешь на мосту сидеть, встречать их, да, я так полагаю? Там Или мост уже... сейчас немерено Смотри. поедет. Конечно, зона, тем более сюда. Здесь, короче, вот Помнишь, как мы с тобой тут воевали да, на да. этой зоне? Вот как можно было вообще идеально сыграть. Вот мы, вот прям зона, вот прям все для нас сделала, что прям вот вообще прям четко все. Сковородка в прошлом раунде так спасла. Да, кстати, Посраку. сковорода вообще Я четко. прям услышал, как она залетела, именно дзынь. Люди пишут, что кто-то даже работает. Ребята. Вот сейчас пошли. уже работает. Да. Уже на работе. Так, я верхний домик пойду чекну. Катюха работница. У меня, Катюх, такое ощущение, что, судя по всему, по тому времени, что ты смотришь нас, ты все время работаешь. Потому что ты как нас не смотришь, ты работаешь. Опа. Опа. В этом доме просто никогда не бывает. Вот тот третий рюкзак, офигенно.
Третий рюкзак для того, чтобы носить, угадайте что? Ничего. Вообще ничего. Пятерок нет, да? Не, вообще ничего нет. Вообще ничего нет. Отлично. Пластика, просто голый дом. Вот рюкзак третий и все. Блин, это печально. Ну. А в поплавке ты был в этом, нет? Где? А вот поплавок на горе слева. Маяк этот нет. Да. Не был, давай я туда забегаю сейчас. Бля, здесь вообще пусто. Свободный график, это здорово, Катюха. Здесь просто вообще жопа какая-то. Ну, я тебе хочу заметить, что живы и хорошо. Да. Да. Как сказал один молодой человек в Германии, был такой известный политик, Гуидо Вестервелле. А знаменит он был тем, что он был гомосексуалистом. Да? То есть, ну, хороший политик. Для Германии очень хорошо. Очень хороших вещей сделал. Много. Вот. Так вот он сказал, я сейчас скажу по-немецки, а потом по-русски, да? Значит, он сказал, я педик, и это здорово. Классно. Ich bin schwul und das ist gut so. Вот это уровень. Молодец. Да, чувак. Умер от рака недавно. Молодой. Но немцам помог, они ему благодарны. Тут он... Это единственный человек, который вот Меркель нахер посылал при всех, да? То есть... Ну, забей на политические темы, это... Ну да. Не, ну тут не политика, тут как бы отношения людей просто. Да. Не, политику я тоже. Фу, политика грязное дело. Сделаем. Неблагодарное. На, скарб лежит. Шлем. Возьми. Первая броня, первый член, шлем. В принципе, можно подождать. Это нормально. Давай. Давай. Их размотаем тут. Из ларду. Здесь есть один косяк. Сие мероприятия. Едут. Где? У меня. Попал. Хорошо попал. Бля, ну они там вообще в такое говно. Вышли. Уходи, уходи, я вижу. Они вышли из джипа. Я вижу. А, ну да. Я понял. Да ладно. Репортец ему в помощь, парни. Что, вот так вот? Да? Конечно, ну он, конечно, он прям прыгнул и стрельнул. Скара. Забей, забей, они обходят. Они видят. Я тебе говорю, 330 странно. Это было очень стрёмно. Я этого вообще сейчас не понял. Ну, они тебя на меня просто боятся-то все. 330. Они оба стоят там. Да, я вижу его сейчас. На тебе, уебок. Ну, еще там же. На, убил. Ну и правильно. Сейчас тебя успею, как думаешь? Вот этого забирай. Сейчас Ах ты, ну, я тебе говорю, он мутный просто тело. Угу. Забей вообще. Лех, ну отомстить надо. Попробуй. На! До свидания. Кусок. Попробуй доиграть. 52. Да? Ну, Думаешь? да, попробуй. Хорошо, я тогда со своим калашом буду продолжать движение вперед. Так, у тебя там что-то было интересное еще, нет? Можно, да, там глянуть.
Этих товарищей посмотрю. Алекс Байер, здорово, дружище. Ой, тут и восьмикратный, и двухкратный, и четырехкратный. Так, вот это давайте, нам не надо. Так, тут третий рюкзак у товарищей. И глушитель на Сайгу, ой, вообще хорошо. Так, это у нас есть глушительная СР. 5.56 мне не надо. Давайте. Я вот здесь где-то был, да? Черт этот. Как козлина взял. Вот, блин, а. Где он? Это ты бы видел, этот хедшот. Да? Ну, все бывает, да, это вообще дичка. Может, лаки просто был именно. Может, лаки-шот, но да. судя по тому, как он сейчас стрелял, скорее всего, да, лаки-шот простой. Ну. Нахрен мне этот глушитель. Здравствуйте, ребята, я Видите, чат читаю. Привет, кто от Петрента пришел. Да, ребят. Не, Лех, я не хочу один играть. Давай, я выхожу тогда, короче. Ну, давай перезайдем, Не давай. хочу, да, не хочу. Я не люблю это. И у меня командный дух. Я не могу так, когда я с человеком в дуо играю, отомстил и все. Ну, 50, да, ну 50, ну когда если бы 20 бы осталось, еще ладно, там где-то прям уже, знаешь, там предпоследняя Ну да, можно какая-нибудь было бы зона, да-да-да. попробовать. А так, ну да, так. ЗОЖ, здоровый образ школы, да. Бывает. Коряк возьми. Не, ребятки, я не могу так играть, честно. Я очень командный человек, не эгоист совсем, вот, поэтому не могу. Я вот не, спокойно спать не буду. Когда человек сидит, ожидает, я не могу. Я просто себя ставлю на место человека, я не хотел бы, чтобы со мной так обращались, поэтому... Да не, в этом нет ничего такого, когда прям осталось уже немного. Нет, когда мало, там понятно, да, когда вот, а когда вот так вот, я не... Ну его нафиг. Так товарищи не поступают. Вот. Так, ну что, Леха, давай накажем всех уже. Да, да, надо. Почти тогда топ-1 взяли, прям чуть-чуть нам осталось. А мы с тобой уже пару раз брали топ-1 на стримах, ну... Брали, да? Да, брали. Вейт, привет, дорогой ребятки, всем здравствуйте еще раз. Всем доброй ночи, кто не спит. Ставь точечку. Минус, спасибо огромное. Да нормально все потихонечку. Привет, дружище. Как у тебя? Как старт? Удачного сна. Что за черные полосы? Партень, 21:9 разрешение экрана. Монитор просто 35 дюймов, пацаны. Я же старенький, не вижу ни хера. Поехали. Окей. Ну, вряд ли долетим, но Ну, направление, да. куда-то туда. Андрей Жуков, Володь Петренко, Хотя пойдем в не четверку. Андрюха Жуков, а ты не был разве випом у меня, нет? Как бы не ошибочка, ну. Разрешение какой экран, кстати, на каком играешь? Full HD, наверное. Я не ставлю. Не-не, монитор какой, размер монитора какой? Блин, я хер его знает, но большой агоновский монитор. Тоже не маленький. Угу. Слушай, мы пара, фрилут, Да? спокойно прям лутаемся. Вообще, огонь. Причем место тоже такое прям козырное. Золотое место. Еще бы зону бы сюда отыграл, вообще было бы идеально. Так, Сачок прошел, это хороший показатель. Есть куда еще складывать. Ой, бля. Кстати, Спасибо сейчас за обратил подписку. внимание, оказывается, у меня такое ощущение, что первых бронежилетов, походу, дела два вида. Ой, вторых рюкзаков. Мгм. Два вида, потому что что-то как-то только что я их так случайно перекинул, и реально они по-разному выглядят. Может, графика не так отрисовалась.
по идее, Может они быть, да, кстати, не закидывали бы, наверное, разные эти полигоны для одной и той же вещи. Ну да, где-то есть здесь логика, причем такая довольно плотная. Так, гемку нашел. Спасибо за подписочку, ребятки. Перчатки нашел. Все, Леха, мы выиграем точно. Не забывайте, ребята, на Володю подписываться внизу в описании к видео. Володя, это я. Да. Володя, это я. Посмотри на меня. Я Федора старший брат. А Федор, это я. Слушай, я первый раз, кстати, такую зону вообще вижу. В смысле? Ну ты посмотри на нее. Что это за Ой, вообще такое? что-то в воде будем играть, что ли? Ты знаешь, что самое интересное? Она куда-то вообще прям центр в воду. Что-то вообще дичь какая-то. Вот сейчас, кстати, вот реально надо мост занимать. И как можно быстрее. Вот сейчас точно там движняк будет. Прям железно. Давай найдем какой-нибудь лут, а то я как это бегаю, как Мумитроль пропел с гранатой в руке. На каком сайте ты покупал скины для своей О, коллекции? ВСС нашел. Ну, хоть что-то. Удачного стрима. Ну, хоть что-то, да-да-да. Ну, он ни о Ладно, чем, да? Завтра скажу. Слушай, ну, я видел людей, кто с него стреляет. Нормально кладут, ну, знаешь как? Они стреляют автоматом, но это не русские ребята. Они стреляют... Да, ну то есть это не в России, это не русская комьюнити. Они с него, знаешь, как стреляют? Они с него стреляют зажимом, а они просто как-то умеют контролить. Сейчас просто, понимаешь, сейчас сложно сказать, что да, вот это круто по одной причине, потому что сейчас даже в русском комьюнити есть стример, который играет с софтом, то есть, ну, там... В смысле читерит ты имеешь в виду? Ну, это софт, это у него нету практически отдачи никакой, он сидит, рассказывает, что все четенько. Он мега попадальщик, да? Да, там, знаешь, с калаша через поле зажимает, что он умеет контролить. Ну, фу-фу-фу таким быть, ну. Нет, я как бы, ну, мне плевать, я не называю канал, мне вообще без разницы. Слушай, ну спалится когда-нибудь, я больше чем уверен. Да я тебе больше могу сказать, это вообще за этим должны смотреть. И смотреть должны очень плотно и вкрячивать, потому что, ну, это не прямая, но косвенная пропаганда этого дерьма. Вот, и многие верят, многие, то есть, знаешь, такие сидят, прикольно. Типа, спасибо за подписки, ребят. Вот это да. Причем там, знаешь, там иногда доходит до абсурда, я понимаю, там где-то вблизи зажать, там, ну хорошо, там можно мышкой уводить, там куча часов наигранных. Базару ноль, то есть это есть такая тема. Но когда доходит до смешного, то, что там через 2 квадрата стреляет с калаша зажимом по машине и убивает двоих в голову, ну как бы... Кто стреляет с калаша, те знают, что это такое, и примерно понимают, какой там идет разброс. Вообще просто я не знаю, как бы вы там ни контролили, кем бы вы там не были, хоть там MLG там и так далее, 7 пядей во лбу, ребят, есть физика игры, которую никто не отменял. Есть тот же самый, ну уже я далеко, есть тот же самый тип, вот эта вот тема, как они называются, господи, Светофикс, это... Светофикс, да, есть такая. Короче... У меня на КСе стоял на батле на 4-й. Нет, я не против ее, и у меня тоже она стояла на КС в свое время. Просто я, знаешь, чего удивился? Есть такая тема с Светофиксом, то есть, как-то, видать, придумали. Его, да, считают программой античит, программа. Знаешь, считают, вот да. В конкретной игре, просто когда я тоже увидел, как это все выглядит, это знаешь, как примерно выглядит? Ну, чувак стреляет и попадает, знаешь, как... Блин, это сложно, но это надо увидеть. То есть трава у него видна, трава у него просвечивается. Вот он к ней подходит, а она просвечивается. То есть, знаешь, так, не сильно, нет, не сильно, но она реально это дает преимущество. Не знаю, у меня Светофикс показывал мне, почему? Потому что Светофикс это официальная херь, там ходили разговоры, что Светофикс банили, вроде вот эти Панкбастер банил. Была, да, что-то но там... официально это не было подтверждено, вот, и Светофикс мне нужен был только для красок, вот. А когда появилась у NVIDIA вот это вот, у софта, у NVIDIA-ского, да, фигня, что может повышать краски, то есть, чему я очень благодарен им за это.
все, я перестал им пользоваться. Я просто, знаешь, я как бы, ну, я сам не против. Я говорю, я... Вот это даже тема, да, то, что вот мы сидели тоже с одним стримером очень популярным разговаривали, он говорит, слушай, вот, сука, там видно же, что вот у него на траве преимущество. Ну, базару ноль, да, видно, да, есть преимущество, да, то, что, ну, реально ему лучше видно, ну, что здесь говорить, там прям видно невооруженным глазом, даже, я не знаю, людям, которые просто первый раз зашли. А, понимаешь, когда уже до абсурда доходит, то есть, ну, это юные довольно стримеры, я бы не сказал, что это там по 40 лет люди сидят, да, там, и херней этой занимаются. Хотя возраст здесь, мне кажется, вообще не абсолютно не показатель, это уже от человека, есть вещи, которые все-таки можно определять. Почему? Потому что я думаю, что люди в возрасте, они, во-первых, им совесть не позволяет этого. Почему? Потому что люди, которые этим занимаются, они просто бессовестные по факту. Вот, вся беда, вот, Володь, я тебе вот скажу, и ты со мной согласишься. Вся беда заключается только в одном. Если бы люди не смотрели вот это говно, ну вот просто бы не смотрели. То есть, как сказать, вот они заходили, вот человек видит, да, ну что-то не то, ну видно, что что-то не то, что-то дичь какая-то. Ну, хер его знает. Ну, давайте проще скажу. Вот я не буду, опять же, я принципиально не назову этот канал, я хочу, чтобы люди сами до этого допедрили. Вот, допустим, канал Булса. Я вообще не любитель канала какие-то приводить в пример. Да. Да нет, не то, что пиарить, он не нуждается в пиаре, у него хороший онлайн, он сам хороший человек. Здесь, понимаешь как? Ну, если видно, что человек ебенит жестко, он играет, он живет этой игрой. У него практически он только ее катает. Есть, да, у него там прохождение, там немного, да, там, то есть разбавляет. Но основа, то есть если у меня идет распыление на КС и PUBG, то там основа прям, знаешь, PUBG, то есть прям вот она прям вот идет. Но его игра. То есть это его игра, и видно, он пушит, он рашит, он забирает, у него тактика, манера поведения в игре очень жесткая. Там, да. И по стрельбе ну нет у меня вопросов. Ну, видно, что чувак, да, умеет зажимать. Да, вторая бывает, броня, да. вторая броня. Да не, забей, пойдем. Я тебя здесь все жду, выдвигаемся. Вот. А там, понимаешь, знаешь, как получилось? Там просто ситуация была, вот я конкретно сам на стриме смотрел. Вот, грубо говоря, ты прикинь, вот расстояние, вот как сейчас у нас. Вот сейчас у нас, вот сейчас с тобой у нас расстояние, братан, это 1 квадрат. Вот примерно. Ну, вот где дорога, вот отсюда вот я стою, вот это вот смотри, вот 1 квадрат. Видишь, да, вот по карте? Это даже не квадрат. Там было 2.2 квадрата. 2,2. Ну, то есть ты вот по карте можешь представить, смотри, вот если мы вот здесь встали там с тобой. текстурка человека не проворачивает. Вот смотри, вот мы встали, край дома вот этого, это только 1 квадрат. То есть, это знаешь, где, вот видишь, одинокое дерево прямо в поле? Да. Вот где-то там, за ним, проезжала машина. И то есть, знаешь, чувак просто, по нему стрельнули, они мимо проезжали, попали, он берет, просто, я тебе отвечаю, он вот так вот просто берет, разворачивается, присаживается на колено и просто зажимом ебенит в поле. -2 хедшота. -2. Я тебе, вот, ты знаешь, вот, я просто, когда увидел этот спрей, я прекрасно знаю, что такое этот софт в Расте. Просто я видел, как это все дело работает. А в Расте, там же... Просто вообще забей. Там 0 отдачи. И, как бы, ну, здесь... Я просто, я тебе так скажу, я жду, когда комьюнити само бомбанет. Понимаешь? То есть, когда вот зритель сам скажет, бля, как ты уже вот просто в одном вот месте, вот, блядь, ты вот сидишь, ну какого хуя? То есть, ну это просто простое неуважение. Это вот, знаешь, вот, это вот байт онлайна, и байт онлайна, знаешь, на что вот? Ну, я не хочу работать, я вот буду петухом, я скачаю вот это говно и буду сидеть красавчиком. И показывать всем, да, какой я классный парень. Вот это вот примерно вот что-то вот такое. Ну, неприятно, я не знаю, но какое удовольствие доставляет. Знаешь, это неуважение, начиная от подписчиков, кончая, во-первых, неуважение, во-вторых, своими коллегами, считаю, стримерами. Что читерство в любом его проявлении — это неспособность человека признать то, что он чего-то не может. Я тебе больше хочу сказать. Ну, есть люди, которые мне пытаются доказать, что, что макрос именно вот на стрельбу это не чит. Ребят, ну это превосходство над вашими соперниками, поэтому это чит. Все. PUBG единственное, что на эту тему сделали, они очень круто прописали это.
Что вообще является, что есть чит? Ну, что вообще такое вот в PlayerUnknown's Battleground, что такое чит? Чит — это очень простая вещь. Это программа или какое-либо изменение, что-то там как написано, дающее какое-либо превосходство в игровом процессе, типа над своими противниками. Да, да. Макрос разве не дает превосходство? Да он бешено дает да. превосходство. В батле люди жестко бомбили по поводу макроса. Почему? Потому что там, во-первых, у тебя пропадала отдача. Да, то есть, второе, там была фишка такая интересная, как людей полили на макрос, да, то есть, ну, опять же, это не наказывалось, сейчас абсолютно официально выходят макросы под Logitech, под там Afotech, да, то есть вот эти все вещи. То есть, а там был класс такой инженер, да, в Battlefield. Вот, его полили. Человек просто для того, чтобы там горелка была у него, да, там танк зажечь, то есть там полностью, вот там требовалось какое-то время, после чего горелка восстанавливалась. Я примерно понял, про что ты говоришь. Да, но ему надо было определенное время для того, чтобы сжег, да, а на макросе было... Понял? Моментально просто. Да, то есть и все, и до свидания. То есть и вот таким вот образом мы у нас в Озоде человека одного выкупили, который потом, когда мы начали, договорились играть только на горелках, да, то есть и когда ты видишь, что у человека там на сервере он заходит и там, то есть ему, ты по звуку определяешь уже, потому что долго играешь, там какое время ему надо на то, чтобы тебя убить этой горелкой, да, а у него просто все, понимаешь, то есть. Ну... И послали на, извините его, да, то есть поэтому. Ну, не знаю. Просто, я говорю, одно дело играть с этим дерьмом, когда ты в соло играешь. Хорошо, соло, там, GTA, не вопрос, вот да. там, блядь, делай ты там что хочешь, хоть на ушах стой. Когда ты этим занимаешься на стримах, ну, я не знаю. Во-первых, на стримах просто в онлайне где-то, извините, это где уже сидят немного, нормальные люди. Ну, здесь, понимаешь, здесь очень тонкая грань, давай уж будем реалистами. Здесь тонкая грань, и все прекрасно понимают. Ну, вот ты правильно сказал. Мышки выпускают эти макросы, обоссанные. Понимаешь, ну, по идее, одни люди скажут. Ну и чё? Вот я купил официально мак, да, официально я купил макрос. Хера ли я там, да, петуш. Как это так? И с одной, как бы, ну, не с одной даже стороны, а вообще в целом, все цело, он будет прав. Он купил макрос. За Он деньги, за ничего, свои, он работал да, за них, ходил. Да, он ничего нигде не менял. Ни файлы, ни еще что-то. В доме на 60, аккуратно. Да я еще не добежал до тебя, я тут загору еще. Он купил. У него все нормально. У него, как бы, ну, это все официально. Отсюда возникает очень простой вопрос. Какого хрена? Почему мы должны, как бы, да... То есть... Возникает другой вопрос. Почему разработчики игр договариваются с поставщиками графических карт, выпускниками процессора? Ух ты, Бляндерберг, ты откуда, собака? Сзади по мне гатит, прям попочку мне больно в сковородку. Я даже оборачиваться не буду, мне страшно. Ну вот. А почему не договориться с разработчиками? Может, ты что, на дерево залез? Леха? Я нет. Мне показано, как будто ты на дерево залез. Не, это лаг какой-то. Ну, понятно. Не, на дерево здесь я еще пока не научился залезать. Ну, почему не договариваться в этом случае? Вот мне непонятно. Ну, я вообще очень многих вещей не могу понять. Мышки, понимаешь, даже вот производители, да, мышек, они такие, новый дизайн, прикольно. Блин, как еще народ привлечь, как продать это говно? О, макросы новые, прикольно. Чпуньк. О, поперло. Нормально. Не понял, куда у меня пропал этот худ весь? Бывает эта тема. Вот, все, вернулся. Вот поэтому печально, что разработчики, ну, тут с одной стороны, как бы можно понять людей, которые занимаются бизнесом, в данном случае люди, которые выпускают игры, их около вот этой вся фигня меньше всего волнует, потому что им главное продать свой продукт, понимаешь? А что после него будет, это мне вот... После нас, да, хоть там... Да, хоть проваливайся. Вообще насрать. Да. Опа, у меня в доме. Угу. У меня на крыше бежит Лех. Я вижу, я контролю. Нормально, убил. парень. Я опрокинул. Угу. Ко мне беги, поднимай. Еще в доме. Там второй, да.
Сейчас тебе прямо в касочку чудило. Походу Нет, не опрокинул. Угу. А, там еще один на крыше. Каких трое? Не, двое. Так как? Я двоих опрокинул. Странно. Он бежит того поднимать, чувака. Ну, Грену, дай ему туда на крышу, все. На, братан, тебе туда, баскетбол. Поднимай еще Симру. Все, там и сзади подходит. Все. Ах ты зараза, Грен. Со всех Масик, сторон. Спасибо, да убил кого-то Грена. Грена убил. Масик, спасибо. Вов, помнишь, как мне в Дискорде заказывали, что клава с мыши на плойке это тоже преимущество и чит. Но не могу я играть джойстиком, стрелялки и все тут. Но это же не макрос и не чит. Чувак, тут другая история сейчас вот по поводу вот этих вот вещей. Есть, понимаете, когда мы говорим о софте, то есть о программном, скажем так, преобладании, да, то есть это одно. Когда вы говорите о каком-то девайсе, который специально выпущен для того, чтобы играть, это все равно, что вы идете в магазин и, играя в какие-то летные симуляторы, покупаете себе вот такой джойстик вертикальный или вот такой джойстик, да, то есть вы же на выбор себе это делаете, правильно? Вот. А разработчики, которые делают эти джойстики, правильно, они вправе делать дизайн какой хотят. Поэтому, если, а сейчас с учетом того, что Sony официально признали и начали сами еще выпускать клавиатуры для PlayStation, я вообще проблем никаких не вижу. Я считаю, что в 2017 году играть на джойстике тем, кто не умеет этого делать, но с учетом тех эксклюзивов, которые на плойке есть, и в них хочется играть, да, они обязаны выпускать клавиатуры и мышки, которые бы адаптированы были бы под PlayStation. И для людей, которые хотят в это играть, потому что у них продажи падают. Они тем самым принимают к себе пекарей. Понимаете? Вот так. Ready, поехали. Угу. Да, согласен. Так что это бизнес, nothing. Но и тут читерства никакого нет, господа. Мы говорим непосредственно о софте, который выпускает разработчик. Выпускает он его якобы для улучшения и облегчения работы с его девайсом. Пиздеж, извините за выражение. Спасибо за подписку. Спасибо, ребята, кто подписался. В каких-то там обработках, там работе, там, допустим, с фотошопом, там, с видео, хотя я не представляю, где это можно использовать. Ну, какие-то задроты там, может быть, или профессиональные люди, может быть, им понадобится этот макрос. Но это... у нас, да, у нас все понимают, для чего он делается, ассоциируется только вот в онлайн-гейминге. Все. Так что не надо. Макрос это не чит, но это и не... Это, знаете, как неписанное правило, вот есть такое онлайн-геймеров, ну, не знаю, мне когда человек приходит и говорит, я играю с макросом, у меня уже сразу вот к нему такое отношение, да, то есть он какой-то вот нечестный, да. Зачем? Играй как все, ну. То есть это, знаешь, как соревнования на байдарках, но кто-то раз это стал моторчик, да? Ну да, типа такого. И поплыл, все. Да нет, кто в соло играет, это без проблем. Я говорю, всегда вопросы возникают только к людям, которые на стримах это делают, на огромную аудиторию. Я сейчас там, слышишь, я этих чуваков сейчас просто там закидал гранатами в каждое окно. И он меня убил, но Грена потом взорвалась и ему прилетело, короче. От Лёши ответ не дождался, как вы к мультиклику относитесь на мини? В смысле? Чё? Что? Лёх, куда ты прыгнул? Куда точку поставили? Ой, что я про Чё? Что мультиклик, я не понимаю. Что не так с мультикликом? Ты на мини его не прожмешь мультикликом. Как ты? Мини это пушку он имеет в виду в PUBG. Как ты... Ой, Лёха, двое, трое, Лёша, тебе трое, четверо, Лёша. Я сверху вижу все. Прикольно. Я на заправку, Лёха. Давай. А чё давай, ну чё, у тебя там сейчас люди... Не, успею. Что там у тебя, смотри. Ну, я пока спущусь, уже там они оружие поподнимают. Я буду голый просто бегать, как придурок там, с кучерявкой со своей. На шишечку как сяду. Хоп, попкой. Ангел маленькой попкой сел на... Я его маленечко, знаешь, сейчас как сделаю, я его покоцаю. Красную кнопку. Ага. Пусть он его поднимает, друг бежит. Сейчас он орать, там он будет. Энергетик.
Сейчас буду злой и под спидами. Угу. Так, язычок нашел. Прицел нашел 4-кратный. Соедись. Пока я его уронил, есть время. Пока он там поднимает. Домосед, привет, дорогой. Здоров, чё. Домосед, блядь. Да, это человек. Мы обычные домоседы. У меня все есть. Прицелы, бинты, только мне стрелять нечем только. Вот так. Зато у меня руки есть. Вот я сейчас приду и буду. Почему нельзя в этой игре? Можно бить, но нельзя душить. Чувак, вот чувак, знаешь, вот в красной футболке, он как... Просто забей вообще. Да? Ты убил их всех там? Да, что-то они все попадали здесь, короче. Ну они что-то вообще домоседы. Спасибо за такие. подписку. Да? Че, Да, к тебе да, бежать? Что один, что второй. Ну, здесь без разницы. Хочешь, беги. Тут еще ребята сейчас по любасу будут. Грустные ребята. Бегу. Блин, где второй умер, вот это вопрос. О, он уполз. Ползунок, блин. Фига, куда он Мне правда, что-нибудь уполз? не. Это, мне Ладно, что-нибудь типа. полутать бы. Поищи, может, что найдешь хорошее. Классно. В пустых домах-то поискать-то. Да. Жизнь. Что ж, пошли нам все равно в направлении дальше. Там в соседних еще домах есть. Люди? Угу. В соседних 100%, конечно. Там еще дуа одна. Эй, Никитос, спасибо за 25 рубасов. Пришел от Харда к тебе, привет ему, тащите, мужики. Спасибо, дорогой. Спасибо, ребята, спасибо. Хоть серп возьму. Здесь у меня будет пистолет лежать, тут всякая такая дичь. Неплохая. Спасибо за подписочку. Унитаз. Убивал серпом здесь кого-нибудь уже в этой игре? Да, Да? уже чем только не убивали, конечно. Война первая. Сковородой, серпом, мачете, ваншотил, бывало. Я сковородкой двоих запиздячил. Такой А, они пары прям вышли. Они кемперили сидели. Да? Да. Я помогу. Вряд ли. Они пара стоит. Они попасть не могут в лежачего, да. Косыгин. Два бомжа, блядь. Они сидели, кемперили. Убили тебя? Да. Вон он сидит. Справа. Сука, говно, а? Блин, Да там где такие таланты, это просто жесть. Да, и ладно, я Косыгин, я не понимаю, Там где они. просто такие вообще. Где вот этот вот домик левей? Угу. Вот он. Да, Блин, братан, просто ну хорош, знаете, под сраку, ну сколько можно-то, а? Слева бежит. Слева заберет. Да я Сзади. хоть от одного убью этого. Сзади. Да, блядь, ладно. Ничего страшного. Так, ну, Лёшка, я, наверное, буду заканчивать потихонечку. Да, я уже, тоже потому пойду что отдыхать. время Да, я время тоже сегодня позднее, стримлю да. уже 11 часов с лишним, почти 12 часов. Так и сейчас мы с тобой 3 часа просидели, слышишь, нифига себе. Почти Вот, 11 что, часов, да, что хочу сказать. Лёш, тебе огромное спасибо за то, что позвал. Я всегда готов, надеюсь, не последний раз. Вот, буду рад Да тебя нет, видеть еще и конечно. в осаде. Да. Обязательно еще поиграем. Я сейчас, я говорю, немножко в русло встану. Я что-то сегодня просто очень много стримов. Давай, и да, устал. давай. Спасибо Вот. огромное, да, всем И твоим ребятам, да, твоим огромное спасибо, кто подписался, кто подпишется, может быть, позже, после того, как посмотрит этот стрим. Моим пацанам огромное спасибо, что пришли за донаты и за присутствие. Ребят, еще раз повторяю, обратите внимание, вдруг кто не знает Леху, но таких, наверное, мало. Ссылочка на канал его у вас вот есть в описании к нашему стриму. Ну вот, также подписывайтесь на нашу группу ВК. Я убрался, Лех, тебе спасибо большое. Всем пока-пока. Да. Давай, ты заканчиваешь сейчас? Ты заканчиваешь? я сейчас тоже попрощаюсь. Да? Ну, я не ухожу, пару слов еще. Все, Окей. ребят, давайте, всем до завтра. Давай, покеда. Sound muted. Братва, я пойду тоже отдыхать. Извините за что-то какой-то прям совсем грустный стрим. Что-то вообще не зашло у меня. По ходу дела. Что-то из скиллухи мне не хватает стрелять. Ну да ладно, ничего страшного. Устал, ребят, просто сегодня. Надо было вечерний стрим сегодня вообще не проводить, потому что что-то как-то я слабоватенько его провел. Блять. Ща, братва. Освещение херовое, я что-то сижу парюсь. Ребят, ссылка на гостя внизу в описании к видео. Спасибо всем, да, за стрим.
неплохо посидели. Ну, с Володей, это замечательный человек, на самом деле, ребят, и на которого, ну, не стыдно порекомендовать подписаться. Огромное спасибо всем, кто от Володи пришел. Братва, сорян, правда, что-то сегодня устал, нет у меня настроения. Здесь маленько еще, блядь, что-то поднавалилось со всех сторон. Меня подзаебывать начинает, если честно. Но это такое уже мои проблемы, мои заботы. Это не обращайте внимания, даже не вдавайтесь, ребята, в эти проблемы. Так что особо, ребят, не обижайтесь. 1250 лойсов, ребят, спасибо вам огромное. Спасибо Володе, спасибо всей его аудитории, кто к нам заходил. Ребят, пойду я отдыхать, пойду я спать. Завтра снова стримы в первой половине дня. Что я хочу вам, ребят, пожелать? Спасибо огромное за стрим, мира вам, всего вам самого хорошего. Спасибо огромное нашим партнерам, Попком. Ребят, новости я сегодня смотреть не буду, я очень устал. Новостей там, по-моему, нету, тем более новых. Посмотрим. Братки, до завтра. Завтра все у нас по плану. Доброй вам ночи, ребят. Завтра розыгрыш жесткий в 5 часов вечера. Стримчанский. Посмотрим, какой я сделаю. Все посмотрим. Всем спасибо, да-да, покеда. Удачи вам, ребят, до завтра. Берегите себя.